Приветствую всех! Внимание! Убедительная просьба убрать от экранов легко воспламеняемых школьников, апгрейды филов и всех остальных с синдромом десятка лучше ос. В этом видео мы будем ставить на Ryzen 9 3950X. Это самый быстрый процессор на десктопном сокет AM4 на момент съемки этого видео, во всяком случае. Вот это. Windows 7. В этом видео не рассматривается вопрос, чем семерка лучше десятки, почему не надо сюда ставить десятку и прочая ерунда. Поэтому если у вас печет и есть непреодолимое желание рассказать мне, какой я деградирующий дид, тормоз прогресса, синдром мутенка, лучше сразу закройте это видео, поберегите свои нервы, они вам еще понадобятся на любимую десятку. Остальным добро пожаловать! Сегодня мы будем запускать Windows 7 на последнем поколении десктопных процессоров AMD тремя разными способами. Есть еще секретный, четвертый способ установки Windows 7 на Ryzen 9. Но это видео все-таки не о нем. Это видео будет долгое, но вот здесь вот внизу, а также в описании под видео, есть содержание с тайм-кодами для перехода к конкретной теме. Если вам сейчас не интересно слушать, почему я выбрал именно Ryzen 9, именно такой модификации и именно такую материнскую плату, перейдите на указанный тайм-код. Несколько слов о выбранной платформе. Почему именно Ryzen 9, почему именно чипсет X470. На самом деле текущая моя рабочая станция, которая сейчас вот там за кадром прячется, она работает на платформе LGA 2011, соответственно с процессором Intel Xeon. До этого у меня был Intel десктопный LGA 1155, до него еще парочка Intel'ов на LGA 775. Но до 775 я довольно прочно сидел на AMD, в то время как конкурентом AMD-шным процессором были Pentium 4 и Pentium 3, сокет A Athlon XP, затем вот этот AMD Athlon 64. Это первый процессор на x86 архитектуре, который интегрировал северный мост внутрь кристалла самого процессора. То есть, по сути, чипсеты с этих пор стали не северный южный мост, а только южный мост, или по терминологии Intel хабом. Северный мост вместе с контроллером памяти впервые переехал на кристалл процессора. Ну и наблюдая то, как Ryzen начал возвращать позиции AMD на рынке, ну, естественно, первый Ryzen я посмотрел, подметил и пропустил мимо ушей. Zen Plus, ну хорошо, стало чуть получше, но все-таки еще недостаточно, чтобы я перекатился со своего Xeon на что-то от AMD. Но когда вышли процессоры поколения Zen 2, а десктопные Ryzen 3000-е, они именно Zen 2 поколения, то я понял, что, кажется, пора все-таки проапгрейдиться и посмотреть, что же там AMD такое выкатил. Именно поэтому я выбрал платформу AMD Ryzen последнего, на момент съемки этого видео, поколения. Это интересные технологии с чиплетами. Здесь под крышкой находится 3 разных кристалла, 2 7-нанометровых CCD и один еще кристалл IO 12-нанометровый, из которого торчит всяческие PCI-экспрессы, SATA, USB, вот это вот все. То есть, по сути, у нас тут даже по сравнению с Athlon 64 произошло обратное разделение на процессор и северный мост, потому что если в Athlon 64 северный мост, логически как бы был, но он был внутри кристалла проца, то здесь у нас, по сути, северный мост, хотя остался внутри процессора физически, но все-таки выделился обратно в отдельный кристалл, то есть у нас есть 2 процессорных кристалла и 1 кристалл северного моста, по сути, который содержит в себе двухканальные контрольные памяти уже DDR4, а не DDR1, как было здесь, соответственно, SATA контроллеры, PCI-Express контроллеры и вся остальная мелочевка. Далее, почему X470? Ну, во-первых, так как я брал топовый AMD-шный проц, а он 16-ядерный, это еще один пунктик, почему я решил все-таки перекатиться с своего Xeon, который 10-ядерный, потому что до этого Zen Plus такого количества ядер тупо не давали. Zen 2 и максимальный вот этот 3950 на 16 максимальных ядер, плюс хорошего качества чиплеты. Чтобы кормить эту топовость, нужен хороший VRM. То есть хороший стабилизатор питания процессора, это то, что вот здесь расположено вокруг сокета процессора. То есть мосфеты, управление мосфетами, дроссели, конденсаторы, вот это все. На платах попроще, то есть чипсет там, например, B450 или какие-нибудь вообще А, естественно, из-за условного класса таких материнок, в них обычно максимум на всем экономят и, соответственно, становится очень неэффективный VRM. То есть он может тянуть этот Ryzen 9 либо из последних сил без разгона, либо может даже перегреваться с этим Ryzen 9. Поэтому мне нужен был хороший VRM,
На форуме LTT есть, кстати, очень хорошая тема с классификацией разных плат на разных чипсетах под AMD, именно что касается хорошести VRM, то есть насколько оно действительно мощное, насколько тока оно тянет, как оно при этом греется. И в этом списке я выбрал две платы, которые меня устраивали на X470 чипсете. Одна была ASRock, но далее она была забракована по многим причинам. И следующая была вот эта плата от Asus, это Crosshair 7 Hero. Без Wi-Fi модификация. К сожалению, это, по-моему, одна из самых дорогих плат на X470, но у меня просто не было другого выбора на 470 чипсете. Далее вопрос, почему именно 470 чипсет, хотя на момент покупки мной этой материнской платы уже был на рынке X570, который, дескать, круче, новее, лучше и так далее. Причин тому несколько. Во-первых, драйвера. Под этот чипсет X470 официально есть драйвера для Windows 7. Что в рамках данного видео более чем хорошо. То есть мне не нужно будет что-то сюда перепиливать, допиливать, какие-то лайфхаки применять, чтобы вкрячить дрова от какой-то там Windows 10 под Windows 7. Они из коробки AMD идут для Windows 7 64 бита. То есть этот чипсет официально поддерживается семеркой. Далее платы X570, во всяком случае ранние из них, практически все имели вентилятор. Я, будучи прекрасно знаком вот с этой платформой сокета 939, этих первых Athlon 64, прекрасно знаю, что такое были чипсеты от NVIDIA NForce 4. Они грелись адово, имели голый кристалл, и практически на всех платах, особенно на ранних, всегда стоял кулер. Этот кулер дико визжал. Я прекрасно помню плату Asus A8NE, на которой был миниатюрный радиатор с миниатюрным вентилятором, который шумел адски на постоянных 8000 с лишним оборотов в минуту. Вой стоял дикий. Хорошо вышло после A8N SLI Premium, который был не нужным мне SLI, но при этом была от чипсета теплотрубка до VRM, и таким образом он таки охлаждался пассивно. Но я не хотел повторения вот этого шумящего охлаждения материнки. Я, конечно, понимаю, что прогресс за 15 лет ушел вперед, и сейчас уже на материнках стандартно есть управление вентиляторами, термопрофили, вот это все, и вентилятор вообще может отключаться в простое и все такое. Но все равно наличие вентилятора как факт на Южном мосту меня все равно несколько раздражает. То есть этот факт определенно меня отворачивал от 570 чипсета в сторону X470. Но есть еще один нюанс, я про него уже сейчас упомянул в случае с Enforce 4. X570 голокристальный. То есть если снять вот этот вот радиатор, если его можно так назвать, с 570 вы увидите голый кристалл. Что это означает? В общем-то, то же самое, что означало в случае Enforce 4 или процессоров AMD Athlon XP, голый кристалл ведет к сколам. То есть, если вот этот вот радиатор держится, например, всего на двух винтиках, подпружиненных даже если, или на вообще пластиковых пеньках, то, например, монтируя видеокарту и как-то неудачно оперевшись на радиатор на чипсете, можно его перекосить, радиатор ляжет на какой-то угол кристалла и есть немалая вероятность его сколоть. Понятное дело, что есть меры против этого, всяческие там подушечки, проставочки, накладочки вокруг кристалла, чтобы не скалывалось, но все равно это риск скола. X470 же, по сути, как сами процессоры, имеет теплораспределитель, интегрированный внутрь самого чипа, то есть его сколоть тупо нельзя. Это еще один плюсик в сторону моего выбора именно X470. И есть еще одна немаловажная вещь, которая нам в нашем Legacy случае очень сильно поможет, это наличие вот этого магического разъемчика. Это старый Legacy разъем подключения мышки и клавиатуры PS пополам. USB это, конечно, хорошо и замечательно, правда, найдутся, конечно, геймеры, которые вам скажут, что PS2 рулит и все такое, работа по прерываниям и вот это все. Нам же чем это сильно поможет? Тем, что оно нативно поддерживается из коробки практически всеми операционными системами, оно не требует никаких драйверов. В то время как USB-контроллеры требуют наличия драйверов, которых в дистрибутивах Windows 7 или более ранних OS тупо нет. Соответственно, нужно будет как-то перепиливать эти образы, чтобы включить туда поддержку этих драйверов, иначе вы просто не сможете управлять машиной даже во время установки. Ни мышкой, ни клавиатурой. Наличие PS пополам все сильно упрощает,
можно подключить клавиатуру и спокойно управлять операционкой до установки каких-либо USB драйверов. Чтобы охлаждать этот топовый проц, нужен очень хороший кулер. Конечно, TDP здесь всего типа 105 Вт, но по факту, учитывая всяческие турбобусты, а особенно возможность снять лимиты по мощности и потоку, эта штука может сожрать вплоть до 200 Вт при желании. Соответственно, все, что сожрано, будет отдано в тепло. И в идеале бы сюда вообще надо поставить водянку, но, увы, водянку в мой имеющийся корпус сейчас, если только кувалдой заколачивать, поэтому будет воздушный кулер. Что-то вот такого плана, Noctua NH-D15S. Но этот кулер сейчас тоже занят, и он тоже стоит сейчас в том самом корпусе, охлаждает тот самый Xeon. И он мне там пока нужен. Поэтому у нас сегодня вместо кулера будет что-то идентичное натуральному. То же касается и видеокарты, она сейчас пока занята в моей текущей рабочей станции, поэтому будет использоваться для тестов вот такая вот затычка 10-летней давности. Это у нас Radeon практически эпохи, когда они начали выпускаться под маркой AMD после ATI. Radeon HD 5570 с 1 гигабайтом DDR3 памяти. Она и тогда-то была в лучшем случае среднего уровня затычечкой, сейчас так вообще будет грустно, но для цели теста нормально. Видео захватывать я буду по VGA для максимальной дедовости. Звук исходно работать не будет, но его захват я тоже подключу. Так же, как исходно из коробки не будет работать USB, но в качестве индикатора его неработоспособности будет как раз USB-мышка. Ну и в качестве волшебной пилюли от множества проблем будет выступать PS пополам клавиатура. В качестве блока питания будет доисторический FSP Epsilon H на 600 Вт, чего для целей теста вполне достаточно. Еще один разъем питания процессора я сейчас не подключаю, но учитывая, что сейчас я его разгонять не собираюсь, более того собираюсь лимитировать из-за кулера, то это не страшно. Итак, способ первый, ванильный. Он же самый дедовый и он же, как по мне, наименее удобный. Будем ставить Windows 7 максимальную. Здесь можно прямо на коробке почитать про различные модификации. Для нашего случая, по-моему, все равно какая. Но что означает ванильная установка? Это означает, что ставить мы ее будем с оригинального диска. Именно 64-разрядного, не 32-разрядного, поскольку оперативки у нас здесь 32 гига, 64 разряда здесь пригодится. Но, тем не менее, это будет оригинальный, ванильный в кавычках диск, без каких-либо модификаций. И да, это возможно. Windows 7 можно поставить ванильно на Ryzen 9, но с некоторыми небольшими аппаратными хитростями. Про первую хитрость я уже говорил ранее, и это та самая PS пополам клавиатура, включенная в PS пополам разъем на материнке. Без него это все вообще не получится, ибо USB-контроллеры, что в процессоре, что в чипсете, не поддерживаются дистрибутивом Windows 7 в ванильном своем исполнении. Чем вообще хороша была всегда винда на момент выхода относительно железа, которое уже было на рынке, то что оно в себе из коробки обычно имеет драйвера на всевозможные железа, которые есть на рынке. Поэтому, когда выходит, например, Windows 7, то значит вот в год выхода Windows 7 обычно ставится все без проблем. Проблема начинается позже, когда выходит более новое железо, для которого нет драйверов в комплекте самой операционки, и тогда их надо как-то подпихивать. Обычно, например, в случае XP-шки или той же семерки, или там Vista, для чего угодно, предлагалось драйвера подсовывать на дискетки. Надо было скачать специальный пак драйверов для новой железяки, вышедшей позже релиза винды, записать его на дискету, сунуть ее в флоппи-привод, который обычно был в машинах и подключался к специальному разъему на материнской плате. Но в данном случае мы этого сделать никак не можем, потому что здесь нету флоппи-коннектора ни в каком виде, нигде, даже опционально. И даже контроллеров на PCI-Express таковых я не смог найти, так что, увы, флопарь нам здесь не поможет. Да, кто-то может сказать, что но есть же ведь USB-флопари. Да, есть, но напоминаю такую проблему, что у нас здесь USB-контроллеры не поддерживаются семеркой. То есть нам некуда это подключить, чтобы семерка увидела USB-шный флоппи-привод. USB нам недоступно. У нас есть только PS пополам и что-то набортное или вставленное в слоты PCI-Express, на что мы можем поставить операционку. Ввиду этого и того, что в этом релизе Windows 7 нету, например, поддержки NVMe дисков, мы никак не сможем ванильную семерку поставить на NVMe накопитель никакими танцами с бубнами.
Также мы не можем управлять процессом установки при помощи любых USB-устройств. По описанной выше причине у нас нет дров под USB-контроллеры, именно поэтому очень важно наличие пополам разъема на материнке. Что же нам дальше потребуется для ванильной установки? Нам потребуется SATA-шный жесткий диск. Ну, можно, конечно, именно жесткий диск, не обязательно 2,5, это может быть и обычный 3,5 старый диск, но это может быть и SSD, и да, семерка вполне себе поддерживает SSD, вопреки многим сказочникам в интернетах, что она, дескать, не умеет. Все она прекрасно умеет. Будем использовать вот такой вот интеловский, о ужас, SSD, для того, чтобы поставить сюда ванильную семерку. Ну и так как мы ставим это все-таки с диска, мы будем использовать оптический привод. Это нелюбимый мной Sony OptiArc. Про это есть у меня отдельное видео, почему я не люблю OptiArc. Но что здесь сейчас важно, то что он SATA-шный. В принципе, можно было бы использовать и IDE-шный привод и конвертировать его при помощи переходничка с того же AliExpress в SATA, чтобы подключить в наборный SATA-контроллер. Что касается наборного SATA-контроллера, ведь под него тоже нужны драйвера. И напомню, что в этой платформе уже нет такого понятия, как IDE-совместимый SATA-режим. Здесь такой опции просто не существует. Здесь только есть, как он там называется, AHCI Advanced Host Controller Interface. Значит, AHCI. Короче, APCHI интерфейс здесь по умолчанию есть. Но, что приятно, семерка из коробки имеет драйвера для универсального APCHI интерфейса. Так что под наборный SATA контроллер, даже в случае Ryzen 9, нам не нужно никаких дополнительных дров подсовывать. Она должна из коробки видеть все приводы, включенные в этот SATA контроллер. SATA приводы подключены в контроллер материнской платы, и SSD-шник своим кабелем, и оптический привод своим SATA кабелем. В данном конкретном случае материнка все SATA-порты подключает к встроенному хабу, то есть это все чипсетные SATA-порты. На какой-то другой материнской плате может быть другая ситуация, там могут быть часть SATA-портов, скажем так, штатные чипсетные, а часть каких-нибудь дополнительных отдельным дополнительным контроллером. Это надо уже смотреть инструкцию конкретной материнской платы. В моем случае все это чипсетные, именно к ним я подключаю устройство, с которого я буду ставить винду, и устройство, на которое я буду ставить винду. Также на этой материнской плате уже на самой плате есть кнопочка Power On, так что мне достаточно только ее нажать. Время настраивать BIOS. Так, есть курсор, есть логотип, нажмите Dell или F2, жмем Dell по стариночке, чтобы зайти в UEFI BIOS Settings. Да, это Ryzen 9, 3950, 16 ядер. Версия BIOS на текущий момент на съемку видео последняя, 3103, памяти 32 гига, все видится. Собственно, попадаем в дефолтный BIOS. Все как обычно, кулер у нас хлам, поэтому температура сразу же под 70, но это в данном случае нормально. Так, в данном случае в BIOS меня интересует вкладочка Boot. NVMe нам сейчас не особо интересно, позже поймете почему. Вот это важный пункт. CSM Compatibility Support Module. В следующих поколениях чипсетов и материнок все грозятся, что наконец выпилят этот CSM, его больше не будет, но нам он сейчас в принципе пригодится. Заходим сюда и видим, что, к счастью, на Asus он по умолчанию включен, хотя мог бы быть и выключен. Вот таким образом. Но, по идее, Windows 7 вроде бы умеет ставиться на UEFI систему, но так как у нас самый дедовый способ, мы будем ставить по самому дедовому. Включаем CSM, Boot Device Control Legacy OPROM Only, то есть мы отключаем вообще boot-девайсы, которые с UEFI сотрудничают. Сеть нас сейчас вообще не интересует. Storage Devices Legacy Only или UEFI First. Нас интересует Legacy Only, у нас самая Legacy установка. В общем, все Legacy, максимальная дедовость, тут все понятно, именно поэтому нужен CSM. Также рекомендую на всякий случай отключить фастбут, иногда он приводит к необъяснимым глюкам, особенно когда ты ставишь операционку, хочешь что-то поменять в BIOS, а семерка не может зайти нормально в фастбут. Короче, лучше его выключить, чтобы избежать на дедовой установке каких-либо проблем. И далее остается посмотреть boot-опции, видим интеловский SSD и OptiArc-овский DVD. Нам надо сначала ставить DVD, поэтому первым я выбираю DVD, вторым остается SSD-шник. Если здесь почему-то больше позиций, можно зайти в соответствующий Hard Drive Priorities. И в данном случае видно, что у меня есть два жестких диска, то есть BIOS видит, что есть SATA-шный SSD-шник от Intel, и также он видит как вторую опцию, это NVMe SSD-шник, который стоит под радиатором в самой материнской плате. Но так как мы ставим Legacy сборку, оно NVMe у нас не поймет, нам лучше назначить, чтобы первым был именно SATA-шный SSD. В принципе, это все, что нужно здесь настроить с точки зрения установки под Windows 7
в ванильном режиме. Все остальное касается тюна настроек, на всяческие установки частот памяти, да, даунволтинг. Это все данного видео не касается, так что сохраняем и выходим. Попутно открываем оптический привод. Надо же, оптиарк открылся, какое чудо. Вставляю сюда ванильный установочный диск Windows 7 и ждем, когда система будет с него грузиться. Сидюк разгоняется, горит свет его активности. И автоматически начинается загрузка установщика Windows 7. Так, здесь все по умолчанию русский. Установить. Я выбираю это все сразу Enter на клавиатуре. Напомню, что мышки у нас нет. У нас единственное по стволам устройство, и это клавиатура. Далее, как вот здесь работать без мышки, для тех, кто не знает, как без мышки вообще работать с виндой. Вот, например, у нас сейчас стоит курсор выделения на галочке внизу слева окошко. Я принимаю условия лицензии. Это то, на чем сейчас находится так называемый фокус. Если я сейчас нажму пробел на клавиатуре, я могу менять состояние того, на чем сейчас фокус. Как видно, я могу поставить или убрать галочку. Кнопочка Tab на клавиатуре, это та, что над капслоком и под буквой Ё, перемещает этот самый фокус по разным активным элементам окна. Например, нажму Tab, я переместился да, я вижу курсор, я переместился на окно, где у меня сама лицензия написана. Если я подвигаю курсором, я могу это все почитать, могу Page Down пролистать это все, Page Up, соответственно, даже при желании, если я зажму Shift, подвигаю курсор и могу что-то выделить. Не знаю, зачем я это сейчас рассказываю. Но мне нужно принять условия. Соответственно, я нажимаю Tab, пока не окажусь на «Я принимаю условия», нажимаю пробел, активируется кнопка «Далее», снова нажимаю Tab, и теперь фокус переходит, как видно по синей засветке, именно на кнопочку «Далее». Далее я могу нажать либо тот же пробел, либо Enter. Мы переходим в следующее окно. Вот так, без мышки совершенно спокойно можем ставить винду. Обновление нам сейчас не нужно, у нас пустой диск, поэтому кнопочка вниз, полная установка, пробел. И мы видим незанятое место на диске 0, и вот наши примерно 120 гигабайт нашего SSD в наличии. Также прошу отметить, что диск оно видит только один, то, о чем я говорил, NVMe привод, хотя есть у нас на материнке, он установленный, BIOS его видит, но ванильная семерка не понимает, что такое NVMe в принципе, поэтому она его вообще не предлагает к установке. Нам нужно перейти на настройку диска. Я обычно предпочитаю вручную все разбивать, поэтому мы видим, что у нас сейчас фокус стоит на списке дисков, на незанятом месте, нажимаю Tab, подсветилось обновить, не то, Tab, подсветилась настройка диска, нажимаю Enter. Мы видим, появилась настройка. Нам надо теперь добраться до пункта «Создать», у нас опять фокус сместился на незанятое место. Опять Tab, обновить, не то, Tab, создать, то, Enter. Введите размер. Ну, все 120 гигов мне здесь не нужно, я думаю, мне 50 гигабайт здесь вполне хватит. Я ввел с клавиатуры циферки, мне нужно нажать кнопочку «Применить», соответственно, я делаю Tab, оказался на «Применить», жму, например, пробел в данном случае, чтобы обеспечить корректную работу. Винда сейчас создает дополнительные разделы. Пробел. И мы видим, что винда в стандартной для MBR Legacy разметки создала себе 100-мегабайтный загрузочный раздел и, собственно, тот раздел, который будет ставиться сама винда. В принципе, все. Осталось еще 60 гигабайт не занято, далее их можно будет отвести под данные. Снова табуемся до кнопочки «Далее». Обновить не то, удалить не то, форматировать не то, расширить не то, загрузка не то. О, далее, пробел. Все, пошла установка Windows 7. Итак, спустя несколько минут компоненты все распаковались, оно там доставляет какие-то апдейты, и сейчас система пойдет в ребут. В первый из них, пожалуйста, можно даже ускорить нажатием кнопочки Enter. Напомню, что у нас сейчас в бутах выбрано первым загрузочным устройством Сидюк, а потом уже SSD. Но загрузчик установщика Windows 7 достаточно умный, и он способен увидеть, что операционка вообще-то на системе теперь уже есть. И поэтому он выведет вот это самое предупреждение. Если я все еще хочу загрузить Сидюка, надо нажать любую кнопку, но мне это сейчас не нужно. Мне нужно продолжить установку уже на самом SSD, и видим, что по тайм-ауту это предложение исчезает, и начинается загрузка уже с SSD. Мы сейчас уже грузимся с саташного диска, и установка уже продолжается оттуда. Завершение последних этапов установки, оно должно пройти довольно быстро. Сидюк уже даже остановился, хотя индикация активности на материнке все еще светится, то есть это мы сейчас работаем полностью на SSD. Так, видимо, совсем финальные этапы. Винда потрогала Сидюк, он немножко разогнался и отправила машину в следующий ребут.
по идее, теперь мы уже практически готовы к работе. Типично для Windows 7 при первой загрузке она составляет рейтинг и просит меня ввести уже пользователя. Так, ну мне нужна английская раскладка, по умолчанию здесь русская, мышки у меня нету, чтобы выбрать вверху, поэтому левый, по-моему, Alt-Shift, да, позволит мне переключиться на английскую раскладку, пароль мне сейчас не нужен. Ключ продукта, хотя у меня есть на коробочке, но в целях данного видео я его вводить не буду. Это мне все сейчас не интересно. Так, время, дата вроде правильно. Единственное, что на текущий момент уже нету у нас автоматического перехода летнее и зимнее время. Во всяком случае, пока что. Поэтому галочку я убрал все тем же способом. То есть табом я переключаюсь фокусом по разным элементам. Кстати, если я пропустил какой-то элемент, кнопочка Shift всегда инвертирует то, что будет сделано. Поэтому вот если я пропустил, нажимаю Shift и табуюсь в обратном направлении. Ликбез по управлению Windows клавиатуры. Причем мне надо дотабаться до кнопочки «Далее», чтобы на ней вот появилось контурное подсвечивание. Не синенькое в данном случае, а именно контурное, обозначающее фокус, и нажать пробел. Собственно и все. Windows 7 установлена на Ryzen 9 на текущий момент последнего поколения. Сейчас она откроет там рабочий стол, и мы в принципе уже получим как-то более-менее работающую систему в своем старом ванильном состоянии на момент релиза Windows 7 Service Pack 1. Именно это на диске у меня в наличии. Итак, как зайти в диспетчер устройств? На клавиатуре кнопочка Windows и кнопочка Pause Break, которая находится чуть выше кнопочек Page Up, Page Down или левее выше цифрового блока с numlock. Получаем вот это, что мы видим в Windows 7 максимальная Service Pack 1. Процессор AMD Ryzen 9, 3050 16 ядер, 3.5 базовая стоковая частота, без буста если, и установленная память 32 гига. Все видится, все хорошо. Мне нужно теперь попасть налево, вон туда, диспетчер устройств. Обычно фокус строится из левого верхнего угла в правый нижний. Так как мне нужно налево, я зажимаю Shift и табуюсь туда. До диспетчера устройств, теперь Enter. И вот они, наши устройства. Сидюха в наличии. Обычные ахцы SATA-контроллеры в наличии. На видяху пока дров нет. SSD-швеньк, вот он, и видим пачку неустановленных устройств, и также замечаем здесь контроллеры шины USB, и видим, что групп с контроллером USB в диспетчере устройств нет вообще. То есть ни один из наборных USB-контроллеров на материнке не установился. Хотя часть из них, особенно USB 3.1 контроллер, находится прямо в проце, часть из них более старые 3.0, и, кстати говоря, даже 2.0 контроллера находится прямо в чипсете, но ни один из них не установился автоматически, что немножечко грустно, потому что я помню времена Pentium 2 и Pentium 3, когда мы переходили от использования USB стандарта 1 к USB стандарту 2, и там обычно была ситуация, что даже если на материнке есть USB 2, он все равно мог работать в режиме совместимости с USB 1. И поэтому, когда ты ставил операционку, даже не поддерживающую USB 2 контроллеры, она все равно видела USB устройства, но они работали в режиме 1, то есть медленно. И просто нужно было, полностью обладая всеми USB-портами, которые есть на плате, подпихнуть драйвера, например, той же USB-флешкой, даже на той же 2.0, оно просто работало медленно, ты копировал драйвера, устанавливал их на тот же USB-контроллер, и у тебя открывалась полная пропускная способность 2.0, и все начало работать уже быстро, никаких других костылей не требовалось. К сожалению, в данном поколении мы почему-то в это не смогли, несмотря на то, что на материнке явно есть USB 2.0 контроллеры, они, увы, стандартно не ставятся семеркой, которая USB 2 уж точно понимает. Да, звуковых у нас нет, он только видит HDI интерфейсы, скорее всего, на видеокарте. Клавиатура PS пополам, ASP 64-разрядный компьютер, монитор стандартный, и вот они наши процессоры, их много. Системное устройство. В общем, я думаю, понятно, что мы получили уже рабочую систему, но в ней еще много чего не хватает. У нас нет звуковой карты, у нас нету сетевой карты, у нас нету ни одного USB-порта, и всяческие процессорные устройства этого всего тоже нету. NVMe мы здесь тоже, как мы, понятно, не видим. Давайте F4 закрываем это все. Давайте посмотрим на диспетчер процессоров. Ctrl-Delete. Вниз, 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 вниз. Запустить диспетчер задач. Enter. Приложение, Shift-Tab назад попал на выделение приложения. Теперь вкладки переключаю стрелками вправо.
до быстродействия. И, пожалуйста, вот они, наши 16 ядер, 32 потока. Даже в семерочном диспетчере задач оно как-то более-менее отображается. И мы видим, что все 32 гига здесь тоже показываются. Так что пока что в этом плане у нас все хорошо. Итого у нас, конечно, есть загруженная и работающая система, но, естественно, для полноценного ее использования нам нужно, чтобы здесь работал и звук, и сетевая карта, и USB, и видях, и все остальное. То есть нам нужны установленные драйвера на все то, на что сейчас они не установлены. То есть нам эти драйвера надо сюда как-то притащить. И тут возникает проблема. Привычные способы, типа воткнуть сетевой кабель в сетевушку и скачать из интернета, или подкинуть драйвера на USB-флешке, не работают, потому что у нас нет драйверов ни на сетевую карту, ни на один из USB-контроллеров. Так что придется пользоваться альтернативными вариантами заброса сюда каких-либо данных. Но перед продолжением установки драйверов я хотел бы сделать одно важное замечание. Не пытайтесь на текущем этапе сразу установить все возможные драйвера. Они не заработают. Часть новых драйверов, которые будут работать в принципе в Windows 7, подписаны слишком новыми подписями, которые текущая старая ванильная семерка просто не поймет, и соответствующие драйверы просто не смогут нормально установиться и не будут вообще работать. Как минимум к таковым относятся практически все, наверное, AMD-шные драйвера, то есть всякие чипсетные устройства, USB-контроллеры. Все это в лучшем случае просто не запустится, а в худшем случае приведет после установки этих неработающих в данной системе драйверов к псоду при загрузке, который иногда даже не получится устранить, кроме как переустановкой винды заново. Поэтому прежде чем ставить вообще все драйвера, нам нужно поставить некоторый минимум, который проложит нам небольшую дорожку, чтобы сюда подкачивать какие-либо файлы. Но первое, что мы после этого должны установить, это актуальный набор обновлений на Windows 7. И только после этого можно будет поставить все драйвера на все устройства. Держа это в уме, продолжаем. Так как мы сейчас условно находимся в пункте 1, установка ванильной операционки, то под вариант я буду называть буквами. Итак, вариант А. Использовать тот же самый способ переноса данных, что использовался для установки операционной системы, то есть использовать оптический привод. Здесь есть такой маленький хитрый подпункт. Оказывается, но в комплекте с новыми материнками в 2020 году все еще кладут оптический диск, на котором есть различный софт, там крутить всяческие вентиляторы, моргать разными RGB, но, и что важно, там, скорее всего, есть наличие драйвера практически для всех устройств на этой самой материнской плате. То есть, например, там могут быть драйвера для USB-контроллеров и для сетевого контроллера, что поможет нам таки проложить эту самую дорожку, чтобы затаскивать сюда нужные нам апдейты. Опять же, повторюсь, AMD-шные драйвера сейчас точно не заработают, но есть у данной конкретной материнской платы, и как минимум я точно знаю, что у, например, Acer Taichi Ultimate на том же X470 чипсете тоже есть такая фича. Заключается она в том, что USB-контроллер на этой материнке не все чипсетные. Есть на этой материнке и отдельные контроллеры, дополнительные, работающие через свои PCI-Express-линки в виде отдельных чипов. И, к счастью, производители этих чипов обычно не настолько ленивые или коррумпированные Microsoft, как AMD или Intel, и для них есть нормально работающие полноценные драйвера для Windows 7. Так что, по идее, даже установив ванильную семерку, мы можем затаскивать сюда нужные нам данные, драйвера, апдейты, вообще не используя вспомогательных никаких компьютеров. У нас есть уже работающая система, поставленная с ванильного диска, и у нас есть диск с драйверами от материнской платы, где есть как минимум парочка драйверов, которые позволят нам уже выйти во внешний мир и покачать оттуда то, что нам нужно. На примере данной материнки я покажу вам, как установить сетевой контроллер и один из USB-контроллеров, те, которые не являются чипсетами. Для начала Ethernet контроллера, здесь все просто, это одна единственная, в данном случае сетевая карта. Может быть на материнке две сетевых карты, плюс Wi-Fi платы также будут обозначаться, как в принципе Ethernet контроллер. Что нам нужно здесь сделать? Обновить драйвер. В принципе, можно, конечно, отдать на откуп автоматического поиска, но я люблю делать это все вручную. Как работать с клавиатурой без мышки в винде я уже показывал во время установки. Выбираем наш диск DVD-шный и ищем здесь что-то подразумевающее драйвера. Ну, например, папка Drivers, аудио, Bluetooth, Wi-Fi не в этой плате, чипсет LAN. Это то, что нам нужно. Applications. Тут разные есть модели. У нас 1 гигабитная сеть, значит, скорее всего, это Pro 1000. Ну, давайте на удачу нажмем здесь ОК. Пусть она, включая вложенные папки, попробует здесь сама найти драйвер. И как видно, семерка нашла драйвер и его устанавливает. Закончено. Все, у нас уже есть сетевая карта, мы уже можем воткнуть в нее
кабель и выйти в интернет, скачать что угодно, апдейты, драйверы, все что угодно, все, что нашей душе хочется. Все, сетевая плата у нас уже работает, без всяких обновлений Windows. Далее контроллеры USB, их здесь 3, и хочу, чтобы вы посмотрели на их идентификаторы. Они находятся на вкладке «Сведения», и здесь свойства нужно выбрать, например, ID-оборудование. Самые первые идентификаторы VEN и DEV, то есть Vendor и Device, производитель и устройство. Vendor ID 1022 — это AMD. То есть, значит, вот этот конкретно USB-контроллер — это какой-то из AMD-шных, либо тот, что в процессоре сидит, либо тот, что в хабе сидит. Как я уже сказал, AMD-шные дрова на ванильной семерке не заработают, только после патчей. Поэтому этот нам сейчас не нужен. Смотрим следующее. Свойства, сведения, ID-оборудование. То же самое, 1022 Vendor — это AMD, неинтересно. Третье есть свойства, сведения, ID-оборудование. Vendor 1B21. Это не AMD, а это значит, что это, видимо, контроллер ASMedia, который на этой материнке есть. Точно так же делаем обновить, поиск вручную. Выбираем другую папку здесь. Это уже не сеть. Это явно не аудиоустройство, ни Bluetooth, ни Wi-Fi их на этой плате нет. И по идее это не чипсет, потому что я вижу структуру папок, характерную для дров AMD. Да, тут, в общем-то, AMD PSP — это не то, это AMD-шные дрова, которые нам сейчас не нужны. Но вот что-то я здесь не вижу драйверов для контроллера ASMedia. Так, AutoAnnotate — это может быть папка дров, которые нужно как раз подпихивать в винде во время установки. Возможно, здесь оно есть. Так, у нас 64-разрядная система. Так, это опять AMD-шные дрова. О, ASMedia. AMD 64. Давайте укажем установщику сюда, вдруг найдет. Есть установка драйвера. Пожалуйста, ASMedia USB 3.1 хост-контроллер. Он установился. Никаких восклицательных знаков. Но видим, что у нас какое-то устройство не поставилось. У нас появилось неизвестное устройство. Сделаем просто, укажем ему туда же. Все. USB, root hub ASMedia-вского чипа установился. Итого у нас уже из коробки есть сетевая плата и есть USB-контроллер. Быстрый тест показывает, что вот эти вот верхние USB-порты, которые 2.0, вот эта вся группа из портов 3, это все чипсетные порты на данной материнской плате. То есть это все сейчас по-прежнему не работает, но вот эти два порта, конкретно USB тип C и вот этот единственный тип A, таки относятся к тому самому контроллеру от ASMedia. И если я сюда сейчас вставлю флешку, даже если это старая USB 2.0 флешка, то спустя короткую паузу система рапортует, что устройство готово к использованию. Мы видим диспетчер устройств Kingston Data Traveler, то есть флешку. Автозапуск появился, и, пожалуйста, вот она, флешка на 240 мегабайт в системе видится. Естественно, эта флешка 2.0, она быстро работать точно не будет. Но могу показать, что есть у меня и вот такая вот флешка, это уже 3.1, 256 гигабайт, это была мегабайт, это гигабайт. Если ее сюда вставить, то и полная скорость этого порта тоже будет работать. Пожалуйста, флешка определилась. Вот она, Jet Flash Transcend 256 гигабайт. Вот она в списке дисков, на ней есть некая папочка на пару гигабайт. И вот я копирую на скорости много сотен мегабайт в секунду с USB флешки последних поколений на SSD SATA. Пожалуйста. То есть у нас по-прежнему ванильная семерка, без каких-либо патчей и последних драйверов, но с контроллером ASMedia мы имеем полностью функциональный USB 3.1. Но в этом же пункте 1А содержится и более широкий вариант. Это, в принципе, любой оптический носитель. Конечно, на текущий момент, наверное, у людей на руках не очень много таковых осталось. Но у меня, например, они все еще есть с нулевых годов. У меня пачка есть CD-RV и DVD-RV болванок, все еще живых. И для этого варианта нам это именно и понадобится. Нам нужна будет как минимум одна перезаписываемая болванка, либо CD, либо DVD, что попадется под руку и под что есть соответствующий привод. И, соответственно, нужна будет вторая машина вспомогательная, в которой будет тот самый пишущий привод. Он может быть как внутренним, так и USB-шным внешним, это не суть важно. Соответственно, игнорируя комплектный диск в материнской плате, или если в случае его нет совсем, мы скачанные отдельно драйвера и апдейты заготавливаем в проект образа будущего сидюка, берем нашу RV-шную болванку, пихаем ее в привод на вспомогательной машине, записываем наш проект диска на саму болванку, затем вытаскиваем болванку, вставляем ее в привод нашей системы с Ryzen и читаем ее просто как обычный диск, копируя оттуда
все, что нам нужно, и устанавливая это в нашу систему. Вариант 1b подразумевает отключение системного диска из системы с Ryzen и перенос этого диска каким-либо образом в вспомогательную систему. Либо это может быть USB-шная док-станция, если у нас полноразмерный 3,5-дюймовый диск, либо это может быть та же док-станция для 2,5-дюймовых дисков. Есть несколько более удобные адаптеры, это вот такие вот, например, USB 3 адаптеры, которые напрямую от USB питают 5-вольтовые диски на 2,5 дюйма, так что ноутбучные диски и вот такие SSD-шки можно напрямую втыкать в USB. Либо третий подвариант — это этот диск напрямую втыкается в корпус вспомогательной машины, используя свободные на материнке порты SATA. Но для этого, естественно, придется разбирать корпус и искать доступный порт. Пункт 1В под собой скрывает множество различных возможностей, поскольку железа разного в слоты PCI-Express можно напихать много, но он также подразумевает наличие этого самого парка разнообразного железа, которое может в данной ситуации пригодиться. Например, я порыскал немножко по Али и нашел несколько PCI-Express 1 контроллеров, в данном случае на USB 3. Это чип от NEC, и сразу могу сказать, что эта плата ванильной семеркой не видится, то есть ей точно так же нужны драйвера, так что такая платка точно не подойдет. Еще я нашел вот такую очень интересную плату, казалось бы, многообещающую. Тут сразу есть USB 3 и сетевой гигабитный контроллер. Здесь USB контроллер на чипе VLE, и под него тоже в ванильной семерке нет никаких драйверов, а сетевой чип от Realtek здесь работает через USB интерфейс. Поэтому, естественно, так как оно не видит USB, сетевой чип оно за ним тоже не видит, так что и такая плата с Али семерки тоже не поможет, тоже нужны драйвера. Но я таки нашел интересную платочку на чипе Moschip. Это вполне известная контора. Она давно делает различные платы для Legacy интерфейсов. Я еще помню PCI-ные такие платы на Moschip, когда добавлялись COM-порты и LPT-порты, например. И в данном случае это USB 2. Я думаю, видно по числу контактов и по цвету пластика. Это всего лишь USB 2, но это хотя бы USB хоть какое-то. И это Moschip. И даже несмотря на то, что это PCI-Express, семерка имеет драйвера в своем наборе исходно под этот чип. Так что вот этот контроллер, если поставить в нашу систему на Ryzen, мы таки получим 4 полноценно работающих порта USB 2 и имеем тогда возможность уже на флешках сюда подбрасывать все, что нам нужно. Так что такой контроллер точно пригодится для этого случая. Тут вообще, конечно, отлично подошли бы PCI-ные контроллеры, поскольку вот на NEC-овских чипах USB-шных контроллеров 2.0 огромное количество существует в природе. Сетевые карточки, преснопамятный Realtek гигабитный или 100 мегабитный, и интеловские сетевые карточки, опять же, это в данном случае гигабитная PCI-ная сетевая карта. Но с этим всем связана одна большая проблема. На современных материнках с Ryzen нет ни одного слота обычного старого параллельного PCI, только PCI-Express. Но и даже в этом случае, если у вас такое железо есть, оно может помочь, если с Алишки притащить вот такой адаптер. В данном случае на чипе-конвертере от ASMedia он втыкается в обычный PCI-Express 1X и дает на выходе один разъем параллельного PCI. Да, тут, конечно, есть лимиты с тем, что сюда можно вставить чисто по габаритам, то есть если плата стоит в корпусе, будут большие проблемы с высокими платами, их не закрепить нормально не получится. Ненормально попользоваться, потому что в данном случае, например, USB-порты вот на этом контроллере размещены вверху крепежной планки, внизу 2 PS пополам, которые в данном случае тоже не особо помогут, они здесь тоже работают через USB, так что здесь в любом случае нужны были сначала драйвера USB, потом будут работать эти PS пополам. Но, как видно, в корпусе останется только PS пополам, и оба USB-порта закрыты корпусом, то есть сюда толком ничего не вставить. Но даже в таком, казалось бы, безвыходном случае все равно есть решение проблемы, так как этот контроллер нам нужен не на постоянку, а лишь временно прокинуть сюда немножечко файла, то на том же Али можно раздобыть вот такие вот удлинители PCI-Express, они бывают и на 1X, и на 4, и на 16, на сколько угодно. Можно воткнуть этот удлинитель в любой свободный порт на материнской плате, в него уже воткнуть нужную нам платку адаптер, который сделает нам PCI, запитать эту платку адаптер от блока питания через Molex, и да, кратко о качестве китайского всего вот дешевого. Практически сразу отваливается кабель, если он ткнется куда-нибудь в материнку, будет не очень хорошо, поэтому лучше проверять сразу, когда такое получается, и лучше пропаять на всякий случай, вот это и зафиксировать, правда, чтобы они не перетирались, но это я отвлекся. В общем, на временной основе можно воткнуть удлинитель, вынести этот переходник вместе с нужным контроллером наружу, воткнуть все, что нам нужно, перенести, вытащить это уже из системы с Ryzen и спокойно ставить драйвера уже без этих костылей.
Я постараюсь оставить в описании под видео ссылки на большинство железяк и адаптеров, использованных в этом видео. Итак, одним из перечисленных ранее методов, способ переноса файла на эту систему мы получили. В данном случае я, по сути, применил все, что рассказал, то есть у меня установлены драйвера с комплектного диска на встроенный отдельный USB-контроллер и на сетевую карточку. При этом же у меня параллельно стоит PCI-экспрессный USB-контроллер 2.0, и при этом же параллельно стоит PCI-ный USB 2.0 контроллер, воткнутый через PCI-Express переходник и удлинитель. В PCI-Express контроллер воткнут удлинитель вот этот вот и мышка. В этот пока не воткнуто ничего. На текущий момент я добавлю еще сюда USB 3 флешку. И вот в этот контроллер на переходниках добавлю USB 2 флешку. Проверяю работу мышки. Она воткнута в PCI-Express USB контроллер. Запихиваю в DVD-привод болванку, как еще один вариант переноса сюда файлов. И проверяю, что у меня на флешках. Та, что в USB 3 контроллере, вот на ней подготовленные файлы. Вот та, что воткнута в PCI-ный контроллер через переходник на PCI-Express. Тут тоже есть файлики. И, наконец, очухался DVD-привод. На нем тоже есть какие-то файлики. На одну DVD-болванку все, что я хотел сюда перенести, не влезает. На двух пришлось. Итого 3 различных способа переноса сюда данных у нас есть. Так как USB 3 флешка самая быстрая, я буду далее работать с ней. Но теперь нам нужно позаботиться об обновлениях. Конечно, кто-то будет вообще против обновлений. В принципе, есть такие приверженцы, что вот, дескать, у меня операционка работает без апдейтов и мне хорошо. К сожалению, таким людям придется страдать, либо подбирать самим ручками какие-то избранные обновления, которые позволят работать современным драйверам и софту на ванильной семерке. Но в этом видео такой отбор освещен не будет. Но и слепо доверяться штатным майкрософтовским апдейтам всем подряд тоже не стоит. Microsoft — это не корпорация добра, у нее нет цели ублажать пользователей и делать ему максимально хорошо. Цель совсем другая — рубить капусту. Если для этого нужно будет пропихивать и сбор данных, телеметрию, и минимизацию парку ПО для поддержки, они будут это делать всеми доступными им способами. Поэтому стандартные Windows обновления — это не панацея, и они вполне себе могут быть вредными или бесполезными. В семерке ерунда с обновлением началась еще незадолго до выхода десятки. Началось это с небольшого вранья в описаниях в панели управления, когда ты штатным образом ставишь эти самые обновления. Ранее, когда в списке обновлений ты какой-то из них выбирал, справа появлялось вполне понятное его описание, какой компонент обновляется, почему, что может пойти не так и так далее. Но чем ближе к десятке, тем Microsoft стал все более ленивым и начал просто в каждое обновление впихать одну и ту же рыбу, что, дескать, это обновление исправляет ошибки, улучшает систему и все в таком духе. То есть никакой конкретики, просто общие слова, которые зачастую мало чего имеют с тем, что это обновление на самом деле привносит в систему. Потому что как только десятка появилась на пороге, началось. Семерку тоже начали пропихивать телеметрию с этими самыми обновлениями. Сначала это были отдельные обновления, то есть отдельное обновление ставило одну телеметрию, отдельно ставило другую телеметрию, и в отличие от ущербной системы обновлений десятки, в семерке-то эти обновления можно было увидеть и заблокировать, чтобы они в принципе больше вообще никогда не устанавливались. Или если они успели пролезть и установиться, их можно было удалить и заблокировать. Далее Microsoft надо было срочно пропихивать всем в глотку десятку, даже тем, кто вообще этого не хотел, поэтому можно вспомнить ор, стоящий по этому поводу, и как десятку пропихивали всем владельцам всех операционных систем Windows, и как на этот счет были сотни мемов по интернету, когда предложение установить Windows 10 появлялось якобы на Commodore 64, и на каких-нибудь приставках и так далее. Эта дрянь в семерке лезла из всех щелей. Было огромное количество обновлений, которые подпихивали уведомления Get Windows 10, которые автоматически скачивали это самое обновление до Windows 10 и даже автоматически его ставили без ведома пользователя, если он где-то там когда-то что-то не увидел, не крикнул какой-то крестик. Многая часть этих обновлений на текущий момент уже заблокирована самим Microsoft, то есть они эти обновления уже скрыли и больше не распространяют, но часть из них все равно еще в центре обновления осталась. Поэтому это тоже вполне себе вредные обновления, как для пользователя Windows 7. Также через эти самые Windows апдейты прилетают иногда обновления драйверов, и они тоже не то чтобы офигеть какие полезные. Во всяком случае, не всегда. Могу сказать из собственного опыта, когда у меня была машина на LG1155, и у меня стоял там встроенный в корпус USB 3.0 картридер, все работало прекрасно. Штатные драйвера винды спокойно с ним работали, скорость была какая положена, каждый слот отдельных флешек виделся как отдельное устройство в системе, все было прекрасно.
И тут прилетел апдейт на мой картридер. Поставил апдейт, что я получил? Во-первых, все слоты картридера превратились в один единственный слот в моем компьютере. Ну, во-вторых, в качестве бонуса у этого слота появилась красивая картиночка, обозначающая тип флешки, которая сейчас в конкретный момент воткнута. Но проблема была в том, что с тех пор картридер нормально не работал. Он либо не видел флешку вообще, либо видел ее, и в процессе какой-либо работы с ним он постоянно отваливался из системы. К счастью, я знал, что вина в этом как раз-таки апдейта, который притащил этот драйвер. Я снес это обновление, заблокировал его напрочь, и картридер снова стал работать как раньше. Поэтому да, драйверы тоже могут пролетать вполне себе битые. Сколько раз у Microsoft были истории, когда они выкатывают какие-то непроверенные апдейты, которые в принципе ломают операционку, либо какой-то модуль перестает работать, либо операционка вообще перестает грузиться. Это, я думаю, мне вам не надо рассказывать. Это было и с Windows XP, с Windows 7, с 10 это тоже продолжается. Поэтому иметь возможность заблокировать какое-то обновление в принципе это очень хорошо. Ну и под конец уже официальной в кавычках жизни Windows 7 Microsoft начала уже выкатывать откровенно вредительские обновления. То есть как раз та самая ложь, начавшаяся с шаблонных описаний в центре обновления Windows, она приобрела свою истинную сущность. Когда ты читаешь описание обновления, тебе там пишут, что это обновление исправляет ошибки Windows, улучшает производительность. И там маленькая ссылочка, можете почитать вот там где-то на сайте Microsoft, что это обновление на самом деле делает, что, конечно, большинство людей не делает и ставит весь тот мусор. И одним из таких обновлений прилетает апдейт, который проверяет, а на каком процессоре и чипсете у вас собран компьютер. Если видит, что семейство процессора, что для Intel, что для AMD, старше какого-то определенного, которое вот назначил Microsoft, все, жизнь ваша с семеркой нормальная заканчивается. Почему? Ну, потому что Microsoft при этом ломает намеренно центр обновлений в операционке, то есть до этого он прекрасно работал, с этого момента он не работает, он сыпет ошибками, он говорит, что обновление нельзя проверить и так далее. То есть Microsoft запрещает обновлять операционку, если у вас процессор новее какого-то поколения. Это просто категорический бред, но вот так решил Microsoft испортить семерку. Мало этого, еще поверх всего всплывает регулярно долбанное пустое окно, в котором написано: «У вас несовместимое оборудование, обновите вашу операционную систему до Windows 10». И она будет постоянно тюкать мозг. То есть это уже откровенно вредительский апдейт. Из этого всего следует, что возможность выбирать, что ставить, что не ставить, блокировать какие-то определенные апдейты, откатывать установленные апдейты, это просто прекрасно. То, чего, к сожалению, десятка лишена. Деграднула. Также это обозначает, что нельзя слепо доверять всем апдейтам, надо обязательно зачитывать все описания каждого обновления, потому что доверять тому, что пишется кратко в центре обновления справа, уже давно нельзя. Там простая рыба-заглушка с давних пор. Но обновления нам все равно нужны, поэтому да, можно, конечно, копать сайт Microsoft и искать весь список нужных обновлений к установке. Можно в интернетах нагуглить списки плохих обновлений и заранее их заблокировать в списке предложенных. Но это все требует очень большого количества времени, усилий, что-то можно все равно упустить. Поэтому мое решение в данном случае, шоу-контент реклама, это набор апдейтов от Simplex. Это готовый единый пак всех обновлений для операционной системы, в данном случае Windows 7, где уже убраны все вредные обновления, где из обновлений выпилена телеметрия, оставлено только полезное, и оно в целом ставится быстрее, чем это делать вот через стандартный центр обновлений Windows. И особенно это важно, если у вас операционка стоит не на SSD, а на харде, потому что на харде апдейты будут ставиться раз в 5 дольше, чем на SSD. Это будет вечность. Плюс, опять же, это дает независимость от Microsoft, и даже когда они окончательно выключат сервера, которые все еще сейчас держат эти самые обновления, все равно обновить семерку можно будет в любой момент после этого, если у вас есть на руках этот пак обновлений, уже собранный, устанавливающийся локально. Пак этот довольно большой по объему, почти гигабайт, 800 с лишним мегабайт, и у меня здесь есть небольшой BAT-файл, чтобы его запустить с нужными ключиками, потому что пак хороший, он может и автоматически ставить CRS Pack 1, если он обнаруживает файл установщика этого CRS Pack рядом с собой и видит, что операционка не содержит в себе CRS Pack. Оно также может обновить Internet Explorer до последней версии, 11 в данном случае, что я и указываю.
Это исправление от всяких, по-моему, спектров и мелданов применяется. К сожалению, в этот пак, насколько я знаю, не входит, например, Microsoft.NET, поэтому их придется потом доставлять отдельно. Для начала я хотел бы немножечко поправить свой же косяк с размером диска. 50 гигабайт все-таки для обновленной полностью Windows 7 с бэкапами всех апдейтов будет маловато. Надо расширить, ну я не знаю, до 80, например. Вот, 80 гигабайт меня вполне устроит. Далее в обязательном порядке надо отключить такую мерзость, как защитник Windows, ибо он будет парить мозг постоянно, дергать все файлы и нещадно тормозить систему. Переключусь в стандартное отображение. Защитник Windows. Здравствуй. Программы. Сейчас будем его отключать. Ничего автоматически не проверять. Защита в реальном времени выключить. Ничего не проверять здесь. Не надо никакой эвристики. Сохранить. Еще раз зайти в параметры и полностью выключить эту гадость. Все. Эта гадость отключена. Немножечко пошаманить с автозапуском, он нам не нужен. Плюс я под себя немножечко настрою вид Эксплорера. Не нужно восстанавливать папки. Запускать Explorer в отдельном процессе. Не надо скрывать системные файлы. Не надо скрывать расширения. Показывать скрытые файлы. Применить, сбросить. Все хорошо. И что мы можем видеть на системном диске? То, что у нас здесь есть два жирнющих файла. Fibrofil.sys и PageFile.sys. Это файл подкачки. Это файл, в который сохраняется оперативка в спящем режиме. Простите, это терминология XP. В режиме гибернации. Так как у нас в системе 32 гига оперативки, вот это все немножечко портит всю малину, и это неправильно. Почему надо еще немножко настроить операционку, Windows Break и дополнительные параметры системы. Защита системы. Она, конечно, может быть когда-то и работает, но конкретно вот это восстановление системы мне поломанную каким-то образом систему никогда не чинило, поэтому я это всегда отключаю, и если мне что-то нужно в этом плане, я бэкаплю отдельные софтины, например, Acronis True Image, весь образ диска. Тогда я точно знаю, что то, что я восстановлю из бэкапа, будет работать, а не как повезет. Эта система мне не нужна. Далее в дополнительное быстродействие и параметрах нужно настроить работу с подкачкой. Не надо, чтобы она автоматически чего-то там выбирала. Я укажу пределы размеров, которые допустимы. Минимальный винда рекомендует 16 мегабайт. Ну, я, допустим, укажу 256 мегабайт, а максимальный, ну, максимум 4 гига. С таким объемом оперативы мне больше как никогда не понадобится. Не надо отжирать место на моем системном диске. Перезагрузимся позже. Последнее, надо разобраться вот с этим режимом гибернации или спящим режимом по-старому, чтобы вот эта гадость на харде не сжирала место размером с оперативку. Для этого придется таки воспользоваться командной строкой, только запускать ее надо обязательно от имени администратора. И набираем здесь powercfg-h off. И видим, что этот мерзкий файл исчезает с системного диска, и у нас становится куда больше свободного места. Как видим, после загрузки системы чувствует себя прекрасной, и места свободного стало у нас еще больше. Я уже даже немножечко пожалел, что расширил диск C. Да, у нас занято всего 7,5 гигабайт. Ну а дальше все просто. Нам нужно таки поставить пак обновлений. Еще раз покажу командную строку, с которой он будет запускаться. Этот командный файл я и запускаю. Остается, что называется, откинуться на спинку кресла и дождаться, когда же все апдейты такие установятся. Итак, спустя полчаса из десяток перезагрузок обновления наконец-то все нужные установлены, и можно устанавливать драйвера. Так как я устанавливаю семерку на плату с X470 чипсете, идем на обычный сайт AMD, драйверы поддержка. Мотаем ниже, нам нужны чипсеты, не процессоры, AM4 платформа и сокет 470. И мы видим, что не только Windows 10, но и Windows 7. Версия драйвера такая-то,
И видно, что оно даже вышло в 2020 году, так что оно даже относительно свежее, так что остается это просто скачать. Также, чтобы далеко не ходить, сразу скажу, что для процессорного USB здесь мы драйверов точно не найдем. AMD официально заявляет, что USB-шный контроллер в Ryzen 3000 серии, то есть Zen 2, не поддерживается Windows 7. Можно найти в интернетах вот такое вот интересное решение. Даже, дескать, оно дуракоустойчивое. Это вот Matisse, это название этого самого семейства процессоров ядра. И оно предлагает нам скачать драйвера для обычных AMD-шных чипсетов и в них немножечко поправить инфайл, описывающий железо, и там, соответственно, найти вот такие вот идентификаторы. Вот он, AMD-шный идентификатор 1022 и устройство. Конкретно нужно найти 145C и вот эти 145 поменять на 149, чтобы было вот так. И тогда, да, действительно, этот драйвер поставится на процессорный USB-шный контроллер. И даже, может быть, будет работать. Более того, на плате ASRock на X470 у меня это действительно работало и проблем не было. Но вот на этой плате от Asus, на том же самом чипсете, это не очень работает. То есть оно вроде как, да, порты есть и даже работает, но при загрузке Windows или при перезагрузке, как повезет, может система вывалиться в синий экран. Меня, естественно, такое решение не устраивает, мне нужна стабильная система, поэтому идем на сайт winrate.com. И здесь есть очень интересная темка с наличием китайского языка. В общем, человек нашелся, который поправил немножечко драйвера. Вот видно, пожалуйста, Ryzen 9 такой же. И здесь есть ссылки на то, чтобы скачать нужные нам драйвера. Вот это мы сразу скачиваем вслед за AMD-шными чипсетными дровами. Это драйвера для как раз Zen 2, этого самого USB-шного контроллера для Windows 7 и 8.1. Так что это обязательно тоже скачиваем. Подкидываем скачанные драйвера на нашу систему и запускаем штатный AMD-шный установщик драйверов. Нас в данном случае интересуют все устройства, которые предлагает установщик, то есть они вполне могут быть установлены в Windows 7. Что же касается чипсета X570, для которого AMD официально якобы только поддерживает Windows 10, говорят, что вроде как альтернативный драйвер помогает и X570 чипсету, но, увы, тут я ничего не могу сказать, у меня платы на X570 нет, но 470 совершенно спокойно официально поддерживает Windows 7. Установка завершена, смотрим, что у нас получилось теперь в диспетчере устройств, и видим, что остался только один неустановленный USB-шный контроллер. У нас и SATA драйверы встали. У нас и USB-шные контроллеры установились AMD-шные, как видно, те, что в чипсете находятся USB 2 и USB 3.1. В качестве бонуса это у нас от обновлений Windows установился даже контроллер NVMe накопителя, и диск тоже появился в системе, ну и всяческие PCI-контроллеры, IO-MMU и вот это все, даже устройство шифрования AMD, все штатно установилось при помощи родных драйверов с сайта AMD. Да, вопреки многим экспертам в интернетах, семерка вполне себе поддерживает NVMe диски, так же как и SSD. Причем вот этот самый драйвер, он за авторством Microsoft, если посмотреть внимательно. И выкачан он был Microsoft при помощи обычного Windows апдейта. Только вот Microsoft дальше начала хитрить и почему-то спрятала этот драйвер из общего доступа, причем так спрятала, что его не только в центре обновления нельзя было получить, но даже откопать где-либо, даже поиском по известному номеру. Да, у этого обновления есть вполне себе известный официальный номер, и его нельзя скачать официально с сайта Microsoft. Но, к счастью, его можно скачать на сторонних всяческих сайтах, особенно аккуратно проверяя цифровые подписи и сравнивая хэш-суммы по нескольким источникам. Но да, можно скачать этот самый спрятанный теперь Microsoft Update и на семерку установить драйвер для поддержки NVMe, и он будет работать, как видно, и на системе с AM4 и Ryzen 9, он работает сейчас и у меня на моей платформе LGA21, где на самой материнской плате вообще нет M2 слота как такового, и M2 там стоит через алишный переходничок в слоте PCI Express 4X, и там он, представьте себе, тоже прекрасно работает. Так что да, в семерке NVMe
вполне себе жизнеспособное решение. И в следующих вариантах установки, которые не ванильные, я покажу вам, как нативно установить образ семерки без всяких костылей, с USB-флешечки, сразу на NVMe без вот этого всего. У нас же остался один единственный неустановленный USB-контроллер. Для него понадобятся те самые вторые драйверы с китайскими иероглифами. Конечно, кто-то может мне сказать, что, дескать, это кто-то там похачил драйверы, вставил туда какую-нибудь свою телеметрию, майнеры, ботнеты и все прочее. Окей, вам не нравится этот драйвер? Не вопрос, вы можете жить без этого USB-контроллера на платформе с Ryzen 9. Да, при этом не будет работать тот самый контроллер, который встроен в сам процессор с ядром Matiz, этот самый Zen 2. И конкретно на этой материнской плате от Asus это означает, что вот эти 4 порта на задней панели материнки не будут работать вообще. Прикол в том, что имеющиеся под ним 4 таких же USB 3 порта уже относятся к чипсетным и прекрасно работают со штатными AMD-шными дровами. Те, что находятся выше 2 порта 2.0, тоже прекрасно работают с уже установленными драйверами. И даже те разъемы, которые находятся внизу материнской платы, что колодка под 2 порта USB 2, что колодка под 2 порта USB 3, тоже уже прекрасно работает без вот этих самых драйверов. Это все чипсетные USB устройства. Единственное, что может быть еще не заработает, если не установлен драйвер на процовый USB контроллер, это вот этот вот хитрый разъем для подключения передней панели новым стандартом кабеля. Но это я сейчас проверить никак не могу, переходничков у меня таких нету, и корпус мой, ну в общем там такого разъема точно нет. Тех же, кого китайские в кавычках драйверы не пугают, просто вставляем флешку с нашими дровами и указываем вот этот самый распакованный архив. Как видно, здесь в принципе находятся вообще все устройства, то есть можно даже не скачивать AMD-шный пак драйверов. Ну, скажем так, для надежности от майнеров и какой-то там троянской опасности, все остальное я ставил из AMD-шных штатных дров, и только вот этот процовый USB-контроллер я укажу на эту папочку. И, как мы видим, пожалуйста, драйвер ставится вот от этого издателя, да. Он даже подписанный, то есть он не будет ругаться, система не будет на него никак жаловаться. Пожалуйста, AMD Root Hub. Установился, все. У нас система полностью укомплектована драйверами. Все в системе есть, все в системе работает. Теперь работают и те 4 USB 3 порта на материнке верхней, которые ранее не работали. И с этими драйверами, в отличие от того костыльного хака с правкой инфайла, уже не вызывает никаких бсодов в семерке при загрузках, перезагрузках. То есть они работают абсолютно стабильно, что как бы намекает нам, что не поддерживается Windows 7. Это очередные сказки маркетологов, которые всеми силами пытаются перетянуть на десятку. На самом деле все работает. Специально вставил эту самую флешку USB 3.1 в верхние разъемы, которые процессорные, только что установленные. И давайте просто прогоним на этой самой флешке этот самый диск Mark. Я думаю, прекрасно видно, что USB 3 скорость вполне себе работает. Это не какие-нибудь там 25 мегабайт в секунду USB 2. Это под 400 мегабайт в секунду, от раза к разу тут разные циферки появляются. От 350 до 411 я видел здесь цифры. Но если пересчитать, то 400 мегабайт в секунду в пересчете на мегабиты это чистая скорость 3,2 гигабита в секунду, что в принципе вполне себе вписывается в 5 гигабит USB 3. Увы, 10-гигабитную скорость не проверите на USB 3 тупо нечем. Но как минимум просто как USB 3 и 5 гигабит все порты работают. И тот, что с медиа, и материночный, и вот этот сейчас процессорный. На этом первый способ установки Windows 7, то есть ванильный, с оригинального диска на Ryzen 9 последнего на текущий момент поколения, это Zen 2, заканчивается. Вернее, заканчивается его отличие от остальных способов. Поэтому, если вам не интересны другие способы установки семерки, перемотайте до указанного тайм-кода, чтобы сразу перейти к общим этапам, таким как доустановка видеодрайверов, аудиодрайверов, до настройки операционки и тестом производительности. Мы же переходим дальше. Итак, второй способ. Чуть-чуть отходящий от ванильной установки и подразумевающий минимальную модификацию оригинального образа Windows 7 с Service Pack 1.
Это означает, что будет взят родной образ либо с родного диска, либо скачанный в интернетах, и в него по минимуму интегрированы драйвера под нужную конкретную платформу. То есть, чтобы нам хотя бы не пришлось использовать какие-то внешние USB-контроллеры на PCI-Express или через переходники на обычном параллельном PCI, и чтобы уже даже не нужна была PS клавиатура. То есть, этот способ сработает даже на материнках, где этого порта вообще нет, и есть только USB. То есть второй способ — это такой баланс между совсем уж ванильной Windows 7 и полностью заоптимизированной, запатченной со всеми возможными драйверами, патчами, обновлениями и прочим с установкой на флешке. Это будет третий способ. Что нам потребуется для второго компромиссного способа установки? Очевидно, нам потребуется оригинальный образ Windows 7, так же как и для первого способа, но в данном случае можно использовать скачанный из интернета, но, повторяю, именно оригинальный образ Windows 7 с сервис-паком 1, не какие-то там сборочки и прочее вот это все. Вопросы, почему этот гайд не работает с какими-то там сборками, не принимаются. Я использую оригинальный ванильный образ, который буду слегка модифицировать. Ну и также очевидно, что для этого второго способа потребуется вторая дополнительная машина, на которой этот самый образ операционки будет модифицироваться и записываться на какой-то носитель. Либо это будет тот же самый оптический носитель, и установка будет как в первом способе с использованием оптического привода, либо это будет более современный способ с использованием USB-флешки. Нам понадобится программа NT-Lite. Это усовершенствованная версия программы Nlight, которая работала с образами для Windows XP. NT-Lite же уже умеет работать с образами для Windows 7. Идем сюда. Нас интересует Stable версия, не бета-версия. Такая вот сейчас есть в наличии. Вспомогательная система у меня 64-разрядная, так что качаю вот именно эту версию. Далее можно было бы сходить, конечно, на сайт AMD, как я показывал в первом способе, но если кто-то промотал, тут можно было бы выбрать чипсет M4, X470 и получить, собственно, официальные драйверы для Windows 7. Но есть проблема. Эти драйверы скачиваются в виде отдельного экзешника. Большой такой жирный экзешник, и этот экзешник не позволяет себя нормально распаковать на системах без AMD устройств. То есть на моей сейчас платформе SLG 2011 этот драйвер просто не запускается, выдает ошибку и никуда себя не распаковывает. Можно, конечно, попытаться расковырять внутренности этого драйвера, выцепить оттуда через 3 стадии распаковки вложенных файлов, таки полный набор всех inf и sys файлов, но, как по мне, уж это слишком много палок в колеса, поэтому я предпочитаю для данного способа не пользоваться штатными AMD-шными драйверами, а сразу отправиться на форум WinRAID.com, который в данном случае 100% понадобится, если нужно заставить работать процессорный USB-контроллер третьего поколения Ryzen, потому что если здесь посмотреть, то эти официальные дрова под семерку имеют в себе драйвера для X370, 470, младших семейств этих же версий, то есть 3 и 4, но здесь нет драйверов под X570 чипсет. И что касается процессоров, именно настольные Ryzen первое поколение, то есть 1000 серия, второе поколение, то есть 2000 серия. У меня же 3000 серия, ядро Matisse, оно же Zen 2, и здесь драйверов для этого процессора точно не будет. Поэтому все-таки идем на WinRAID.com. Здесь, в общем, вот видно вот такие вот скриншотики с китайскими, понимаете, иероглифами. И здесь есть ссылочка на Яндекс.Диске. Вот это нужно скачать. Если, конечно, у вас есть дикая паранойя, вас пугают вот такие вот какие-то неофициальные драйверы, то, ну, увы, вам придется разбираться с этим самим. Я буду использовать именно этот пак драйверов, поскольку здесь не только есть драйвер для процессорного USB-контроллера, который нормально работает под семеркой именно для третьего поколения Ryzen. Насколько я могу судить, здесь вроде бы даже оно работает с X570 чипсетом, но это не точно, да, пожалуй. Да, вот оно типа не умеет, но оно вполне себе работает. То есть даже несмотря на то, что официальных драйверов ни под третье поколение Ryzen, ни под 570 чипсет на сайте AMD нет, здесь оно есть и оно работает. И более того, в этом же паке содержатся еще драйвера для всех AMD-шных устройств, типа там вот всяческих PCI-контроллеров, контроллеров шифрования и прочее. То есть все то, что по умолчанию лежит вот в этом драйвере, но запаковано 3 раза в экзешнике и просто так не достается. И тут же, кстати, лежат и драйверы для сетевых карт, которые обычно применяются на AMD-шных матерях. Это в том числе интеловские контроллеры, Realtek-овские контроллеры. В общем, это прекрасный пак все в одном, который просто работает в Windows 7.
Опять же, если вы ему не доверяете или если вы не хотите вообще его ставить, то у вас точно не будут работать вот эти 4 верхние на этой материнской плате разъема USB 3, потому что это процессорный контроллер. Остальные же чипсетные, это вот эти 4 нижних, вот эти 2 верхних USB 2, также разъемы по нижнему краю материнки, вот этот вот блок для USB 2 разъема, вот эта колодка под USB 3 разъемы. Это все чипсетные, и для этого нужно будет либо вам каким-то образом вот это все расковырять и доставить это, запихнуться в образ, либо все-таки использовать этот архив. Но если вы, например, драйвер сетевой карты все-таки хотите ставить отдельно, не из этого набора, то придется все-таки сходить на сайт производителя. Вот сама материнка Crosshair 7 Hero. И смотрим. Локальная сеть Intel i211AT, гигабитный контроллер. Как я обычно делаю, когда я устанавливаю любое устройство для материнок или видеокарт, я ставлю драйвера не от производителя железки, а от производителя чипа, на котором сделана железка. То есть в данном случае я не буду качать драйвер Asus, а буду искать драйвер на интеловскую сетевую карточку, которая на этой материнке есть, поэтому я копирую это название. Если оно не указано в характеристиках продукта, можно найти в обзорах или посмотреть по фотографиям конкретный чип. Идем на сайт Intel и, например, Support. Download Center. Пробуем здесь забить эту сетевуху, и она находится. И что мы здесь видим? Что Intel, увы, игнорирует полностью Windows 7, то есть Linux есть, BSD есть, 10, естественно, есть, и разновидности восьмерки. То есть они как бы намекают нам, что шли бы вы нафиг со своей семеркой, хотя на самом деле мы поддерживаем семерку, но мы вам об этом не скажем. Стыдливо попрятали везде семерочку, потому что я не могу объяснить это положением дел на рынке, потому что если посмотреть положение дел на рынке, то по всему миру Windows 7 до сих пор держит почти четверть рынка. Да, десятка по-прежнему продолжает расти, но семерка по всему миру 20 почти процентов. Если брать только Россию, то это четверть рынка с копейками. Ни один производитель железа в здравом уме не будет не выпускать драйвера для своего железа под операционку, которую держит значительная часть рынка. Если посмотреть на Windows 8.1, 5% рынка. Windows 8 там вообще где-то в районе шума 1-2%. При этом на сайте Intel Windows 8 в двух своих вариантах, даже шумном, есть. Windows 7 нет. И при этом Intel на самом деле поддерживает этой сетевой карточкой Windows 7. Ну, кроме как сговорами или коррупцией со стороны Microsoft, что уберите отсюда семерочку, я это никак назвать не могу. Короче, здесь мы конкретно Windows 7 нигде не найдем. Все, что можно найти, это отдельный драйвер, например, для Windows 8. И есть еще отдельный набор Complete Driver Pack, который включает в себя вообще в принципе все возможные сетевые интерфейсы, но оно весит конских размеров. Могу сказать сразу, что в последней версии ни в этой вообще нету драйверов для этой сетевой карты, но если скачать версию 22.10, которая здесь еще представлена, то несмотря на то, что здесь везде опять же пишется про десяточки и ни слова про семерочки, здесь, в этом комплекте, драйвера для Windows 7 на эту самую сетевую карточку есть. Поэтому качаем либо этот набор, либо забираем драйверы вот из этого архивчика, скачанного с форума, где в том числе есть драйверы на эту же самую сетевую карту Intel. Если уж ничего не помогло, ни на сайте производителя чипа нет драйверов, ни на сайте производителя железа нет драйверов, то в качестве последней меры можно все-таки обратиться к комплектному диску. Шок-контент. Оказывается, комплектный диск оптический для материнской платы все еще может быть полезен в 2020 году. Если взять комплектный диск от этой материнки, то на нем будут драйвера для интеловской сетевой карты и для AMD-шного чипсета. Кроме драйверов, нам еще понадобится два обновления. Всего два. В данной компромиссной установке мы не будем интегрировать все возможные апдейты, мы минимально модифицируем образ, чтобы его можно было установить. Полная интеграция это будет в способе 3. Если вам это интересно, перемотайте на указанный тайм-код. Итак, всего два драйвера. Вот этот, по сути, обязателен. KB4474419. Его все еще можно скачать с сайта Microsoft по этому номеру, если поискать. И он добавляет в операционку поддержку подписей нового стандарта. Без этого обновления AMD-шные драйвера работать не будут. Будут показывать восклицательный значок. Второй драйвер немножечко опциональный. Это для поддержки NVMe накопителей. Этот драйвер хитрый, потому что он был сделан Microsoft и носит номер официальный KB2990941.
Но вы не сможете его скачать с сайта Microsoft, потому что они по какой-то причине его спрятали, хотя это абсолютно работающий драйвер. На моей вот этой системе сейчас используется NVMe с этим самым драйвером, и все прекрасно работает. Его придется качать на каких-то сторонних сайтах, я постараюсь в описании видео оставить ссылочку на обновление, чтобы их можно было скачать помимо Microsoft. Этот драйвер нам понадобится, если мы устанавливаем операционку именно на NVMe накопитель. Если вы ставите операционку по-прежнему на SATA диск, то этот драйвер качать и интегрировать не нужно. Устанавливаем скачанный Entilight и запускаем его. Он показывает установленный образ, но нам нужно сюда подсунуть образ, который мы будем модифицировать. Благо у меня уже все готово. Содержимое лицензионного диска Windows 7 Sphere SPAC 1 у меня скопировано вот в эту самую папку. Этот самый образ я сюда и добавляю как каталог образов, потому что это уже не сам по себе образ, это папка. Entilight показывает содержимое этого образа, меня интересует моя максимальная редакция. Делаю по ней двойной щелчок. И жду, когда Entilight загрузит в себя содержимое этого образа. Появилась зеленая индикация здесь, статус загружено, и слева появились доступные опции. Тут можно всякого наворотить со своей операционкой, можно ее модифицировать и настроить еще до ее установки так, как вам нравится. Но так как это у нас второй способ установки, компромиссный, то мы минимально модифицируем образ, чтобы просто поставить его на нашу систему и дальше делать уже все на установленной системе. Поэтому это все сейчас нас не интересует. Если вам интересно, как вот это все накрутить, это будет описано в третьем способе установки. Поэтому, если вам это интересно, переходите на указанный на экране тайм-код. Мы же продолжаем. Переходим в пункт обновления. Как видим, в составе образа уже там что-то есть. Возможно, это сам Sphere SPAC 1 и, собственно, русский язык образа. Но нам нужно добавить сюда обновление, поэтому кликаем «Добавить» и отдельные файлы пакетов. Если мы ставим нашу операционку сразу на NVMe диск или в системе будет вторым NVMe диск и нужно его использовать, то нам нужно будет вот этот второй опциональный апдейт поставить, который KB2990941, который нельзя скачать с сайта Microsoft, но на который я постараюсь оставить ссылки в описании. Причем, если вам нужно NVMe, этот апдейт нам нужно сюда добавить. И нужно обязательно добавить второй апдейт, который позволит нашей старой семерке работать с новыми подписями, которые обязательно, например, для драйверов AMD. Добавляем этот апдейт сюда. С этим пока все. Переходим на драйверы. Добавляем здесь каталог, содержащий драйверы. Вот этот самый архив с WinRAID распакованный. Здесь уже есть сетевые карточки, но я буду использовать отдельный скачанный с Intel, просто для цели демонстрации. Storage драйвер, опять же, NVMe штатный от операционки Windows я уже добавил, поэтому этого я не буду добавлять, но оно здесь есть, можно и добавить. AMD-шный чипсетный SATA драйвер я не буду устанавливать, потому что и штатный майкрософтовский стандартный APCHI драйвер тоже прекрасно будет работать. Но вот это мне нужно добавить, это чипсетные устройства, всяческие там устройства шифрования, и ОММУ, PCI-контроллеры, и вот это все, поэтому просто я целиком добавляю эту папку. Пожалуйста, никаких ошибок, все тут добавилось. Берем следующую папку, берем вот этот USB-контроллер. Так что тут и для асмедевских драйверов есть пак, и для, собственно, что самое главное в данном случае, есть USB-шный драйвер для контроллеров в процессоре Ryzen 3-го поколения, ну и также чипсетные для X470 и для X570, как выяснили. Добавляем это все сюда. Добавилось. Ну и так как я отдельно ставлю сетевую карточку, я перехожу в папочку Intel, то, что я указал с сайта скачанное. И залезаю куда-нибудь вот сюда, выбираю это и получаю еще драйвер для сетевых контроллеров. Здесь же, в принципе, все для нашей компромиссной установки. Больше здесь ничего не нужно. Идем на пункт «Применить». Что у нас тут есть? Saving мод — сохранить образ. Удалять мы сейчас ничего не будем. Формат образа стандартный. Очередь, вот это важно. И интегрировать обновления. Нам нужно интегрировать их и в тот образ, в котором мы дабл-кликнули, но также в загрузочный образ, чтобы загрузчик вообще-то понимал, что у нас есть NVMe, например. И в образ восстановления почему бы и нет. И то же самое касается пункта «Интегрировать драйверы», потому что драйверы для USB-шных контроллеров желательно, чтобы работали во время установки и, в общем, да. Короче, нужно интегрировать во все буты, в WinRE, ну и тот образ, который нужен для самой установки. После чего я выбираю «Создать ISO». Допустим, положу его вот сюда. Метка может быть любой, я оставлю сейчас в целях данного видео по умолчанию. И остается только кликнуть вот сюда на пункт «Обработка».
и пошла работа NT-Lite. Да, можно, конечно, интегрировать там всяческое через консоль, вот эти вот дизмы, все вот это все, но я просто очень не люблю ковыряться в консоли, именно поэтому я не тороплюсь перекатываться на Linux, несмотря на то, что десятка мне не нравится. Я люблю графический интерфейс, поэтому если есть NT-Lite, я буду максимально делать все в NT-Lite, а не через консоль. В общем, здесь нужно подождать минуты так 10-20, сколько там получится, смотря еще какой скоростью у вас жесткий диск на этой вспомогательной системе. Единственное, что NT-Lite сейчас используется свободный, бесплатный, и он при обновлении каждого следующего образа будет повторно спрашивать предупреждение, что нажмите ОК. Поэтому особо далеко отходить не нужно, нужно будет на каждом образе добавлять подтверждение. Вот про это самое подтверждение я и говорил. После каждого образа нужно будет кликнуть ОК. Интеграция успешно завершена. Видно здесь статус. Так что образ готов для записи на носитель. Вот наш новый полученный образ. Смотрим на его размер 3,33 гига. Он все еще влезает на стандартный DVD-диск размером 4,37 гигабайта. И да, я сейчас предлагаю этот образ раскатать на DVD-болванку и устанавливать это стандартным дедовым способом с оптического диска. Этот же самый образ можно запихнуть на USB-флешку при помощи специальных утилит, но в этом втором компромиссном способе я его показывать не буду. Если же вам интересна раскатка установочного образа именно на USB-накопитель, то переходите в третий способ. Тайм-код сейчас у вас на экране и также есть в описании под видео. Соответственно, теперь нам потребуется, чтобы в нашей вспомогательной системе был оптический пишущий привод, обязательно стандарта DVD, потому что 3,33 гига на CD-диск мы уже точно не запишем. И нам понадобится DVD-шная болванка, либо одноразовая R, либо многоразовая RV. В моем случае это RV-болванка, поэтому я запускаю утилиту для записи дисков. В моем случае это вот такая вот Shampoo Burning Studio, никакая там не Nera. 6 free, и здесь я выбираю пункт Create Burn Disk Images, Burn DVD from a Disk Image. Выбираю этот самый образ, жду, когда проинициализируется вставленная RV-болванка. Пожалуйста. Скорость можно поставить максимальную, в данном случае это всего 4. И запускаю прожиг и жду где-то, наверное, с полчаса на такой скорости, когда моя болванка таки запишется. Итак, болванка записана. Теперь надо ее вставить в оптический привод, подключенный к Ryzen, и заняться установкой винды. Если в первом способе мы ставили Windows 7 в максимальном Legacy режиме, то есть у нас была MBR разметка, Legacy устройство загрузки, то сейчас мы сделаем все несколько, если хотите, более современно. BIOS сейчас сброшен по умолчанию, заходим в boot и смотрим, что здесь надо покрутить. Ну, во-первых, снова заходим в CSM и видим здесь стандартную конфигурацию, видим, что загрузка у нас разрешается из UEFI устройств и с Legacy, но мы его переведем только в UEFI загрузку. Здесь тоже уберем Legacy, сделаем UEFI First. Что касается самих устройств загрузочных, опять же UEFI First, и PCI Express тоже UEFI First. Я бы, конечно, мог бы полностью отключить весь CSM, если бы на этой материнке у меня сейчас стояла видяха посовременнее, потому что имеющийся Radeon, увы, несовместим полностью с UEFI, он может работать только в CSM. К счастью, BIOS на этой материнке достаточно умный, и если я все-таки сделаю здесь Disabled и попробую сохранить такие настройки, то материнка при попытке следующей загрузки дойдет до стадии инициализации видеокарты, поймет, что, в общем, нет ни одной UEFI видеокарты, но есть видеокарта, которая не умеет UEFI, но она все-таки есть. И тогда BIOS сам еще раз уйдет на перезагрузку, включив автоматически CSM, чтобы заработала видеокарта. Именно поэтому я полностью CSM сейчас отключить не могу, но перевел все остальное в UEFI. Далее, здесь еще сейчас важный этап, это Secure Boot. Семерка по умолчанию не поддерживает никак Secure Boot. То есть я, конечно, могу его включить, добавить здесь там всяческие ключики и установить операционку, но она при первой же загрузке не сможет запуститься, материнка покажет ошибку, потому что не работает оно таким образом. Есть, конечно, вроде как в сети костыли, что можно, например, загрузчик взять другой, например, от Windows 8 или даже поставить какой-нибудь групп, но это не в рамках данного видео, поэтому мы будем ставить без всякого Secure Boot, поэтому здесь нужно выбрать Other OS.
другая операционка. Ну и нужно убедиться, что первым у нас стоит UEFI DVD, в котором находится болванка с записанным модифицированным образом, ну а вторым будет SATA-шный SSD-шник, на который в этот раз мы будем устанавливать операционку. Все остальное, в принципе, можно оставить по умолчанию и перезагрузить систему с сохранением. Стартует загрузка с DVD, нажимаю кнопочку и ждем загрузки установщика. Установщик загружен, проверяю мышку, и мышка работает. Мышка, напомню, вставлена в USB, который материночный USB 2. Так что то, что мы интегрировали USB драйвер, вот оно сейчас работает. Начинаем установку. Ставим галочку. Полная установка. Видим два диска. Те, кто видели первый способ установки, знают, что NVMe диск по умолчанию установщик семерки не видит, и был только SATA диск. Сейчас, после интеграции соответствующего апдейта для поддержки NVMe, мы имеем SATA диск и NVMe диск. Ставить в данном случае я буду по-прежнему на SATA, хотя я могу поставить на NVMe, ничего в этом плане не изменится. Если вас интересует увидеть именно работающую семерку с NVMe, опять же переходим в третий способ установки, там будет все по максимуму, тайм-код у вас сейчас на экране. Но я выбираю SATA-шный диск, настройку диска, создаем здесь разделчик на те же самые около 50 гигабайт, этого достаточно. Операционка сейчас создаст дополнительный раздел, смотрим и видим 3 раздела, что как бы намекает нам, что семерка сейчас вполне себе устанавливается в UEFI режиме. То есть она размечает диск сейчас как GPT, а не MBR. В MBR она обычно создает 2 раздела, здесь же 3. При этом она пишет, что невозможно установить Windows, показать подробности, дескать, установка невозможна, так как оборудование компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. На самом деле это туфта полная. Семерка здесь это показывает только потому, что не включен Secure Boot. Если я бы его сейчас оставил включенным в BIOS, вот этого сообщения бы не было бы, и она бы установилась. Но после перезагрузки система бы не загрузилась, BIOS показал бы ошибку Secure Boot. Поэтому с отключенным Secure Boot и включенным UEFI режимом Windows пишет вот эту ошибку, которую можно полностью игнорировать, как видно, даже кнопка «Далее» остается активной, и совершенно спокойно можно в это поставить, все дальше спокойно загрузится. Так что на это можно просто не обращать внимания. Ну и опять откидываемся на спинку кресла и ждем установки. Итак, теперь уже можно ввести логины. Пароль не нужен, активацию я сейчас делать не буду, это мне не нужно. И мы почти готовы. Первая загрузка до рабочего стола. Итак, мы получили рабочий стол. Давайте посмотрим, увенчались ли успехом наши труды. И да, пожалуйста, AMD-шное устройство шифрования уже установлено, сетевая карта уже установлена, интерфейсы установлены, всяческие PCI, MMU, вот это все. SATA драйвер, так как я не интегрировал, он остался стандартный майкрософтовский. И у нас есть SSD-шник SATA-шный, на который у нас это все поставлено. И как видно, драйвер NVMe тоже работает. И NVMe-шный терабайтный диск у нас здесь тоже сейчас должен быть. Вот он. Пожалуйста, он тоже в наличии. USB-контроллеры у нас тоже все установленные. И чипсетный, и процессорный. Все есть в наличии. Сейчас воткну в процессорные разъемы флешку USB 3 и, пожалуйста, устройство готово. Z-Flash 256 гигабайт. Оно на месте, оно работает. Пожалуйста, SSD SATA-шный, USB-флешка и установочный DVD RV-диск. Итого у нас уже есть работающая система со всеми драйверами. Дальше надо немножечко причесать операционную систему. Кое-что в ней настроить. Мне никогда не помогает вот эта вот защита системы, вот это автовосстановление. Оно обычно не работает вообще. Я предпочитаю использовать какие-нибудь сторонние средства для создания целикового образа системы, не надеясь вот на эту систему. Далее нам нужно ограничить аппетиты в плане потребления файла подкачки. Оно пытается сожрать объемом всю оперативу в 32 гига, что, конечно, слишком. Я обычно здесь сдаю, например, от 128 мегабайт до 4 гигабайт, и вообще никогда оно со 128 мегабайт у меня не поднимается. Так что запас у нее в 4 гига по моим меркам довольно большой. Да, надо будет перезагрузиться.
Так, проверяем свободное место. Его явно стало куда больше. Было занято 40, теперь 7,5. Но надо вообще-то посмотреть еще на кое-что. Поэтому надо показать скрытые и не скрывать защищенные. Да, вот он наш 128 мегабайт подкачки. Но по идее здесь бы еще должен был быть файл для хранения оперативки во время гибернации или сна. И его пока нет, видимо, просто потому, что служба не успела его создать, так как здесь не было достаточно места, чтобы 32 гига отожрать еще и под тот файл. Я перезагрузил систему еще раз, и мы видим, что вновь занятое место у нас очень дофига, а все потому, что таки наконец гибернация сюда нарисовалась. Поэтому нужно открыть консоль, запустить ее обязательно от имени администратора и ввести здесь PowerConfig, гибернация off. Разумеется, это выключит функционал гибернации в системе вообще, но я, например, им не пользуюсь, и мне 32 гига, то есть, по сути, ну, в данном случае там 24, ну, короче, объем оперативки отжирать на системном диске, чтобы иметь возможность раз иногда отправить в спящий режим, да у меня быстрее загрузится система сама по себе, поэтому выключаем это все, файл исчезает, и у нас 43 гигабайта свободного места. Следующий этап для кого-то может быть опциональным, это доустановка всех остальных обновлений. То, что я уже показывал в первом способе. Я буду использовать набор обновления от Simplex, который Update Pack 7, ибо он позволяет раза в 2 быстрее поставить апдейты, чем штатное средство, и при этом не ставит всякий мусор вроде телеметрии, вредных драйверов, уведомления об окончании поддержки, уведомления об якобы несовместимом железе. В общем, прекрасный набор обновлений, который очень автоматизирован, то есть он может проверять, что уже есть в системе, ставить только нужное, и при этом не ставит какой-либо мусор. Обновления все успешно поставились, все прекрасно здесь работает. Проверяем, что у нас по-прежнему с устройствами. С устройствами все по-прежнему хорошо. Все есть. Что с занимаемым местом? Естественно, его стало меньше. Было 7,5 гигабайт занято, стало 11,1 занято. Но, естественно, мы поставили буквально все апдейты. Система не могла не увеличиться в размерах. Но, тем не менее, у нас на 50 гигабайтном диске 40 все еще свободно. Так что место под софт, ну, если не брать какие-нибудь современные игры, не считать их за софт, более чем достаточно. И набор обновлений автоматически, как было видно, произвел очистку диска. Так что все хвосты от установленных обновлений автоматически тоже подчищены. Так что теперь у нас есть обновленная система. По-прежнему, как видно, подкачка у нас всего лишь 128 мегабайт. И, в принципе, система уже готова к работе. У нее есть почти все драйвера, не считая видео-аудио. У нее есть все апдейты. Так что сейчас система приведена в более-менее равное состояние по всем трем способам в этом видео. Остается только доустановить аудио и видео, поставить какие-то тестовые программки, настроить операционку под себя. Но это все в конце данного видео. Кому это интересно, переходит сразу по ссылочке на экране и в описании. А мы переходим к установке третьим способом. Итак, финальный, третий способ установки, он же максимальный или ультимативный. Нам здесь уже не понадобятся никакие SATA-диски, ни SATA-SSD, ни тем более ни в каком виде оптические приводы нам здесь не нужны. Ставить семерку мы будем сразу на NVMe накопитель, который здесь уже под радиатором установлен. С флешки, либо с SSD-шки, либо с USB флешки, это не суть важно. И при использовании USB устройств ввода, мышки и или клавиатуры. Клавиатуру я пока что буду по-прежнему использовать PS пополам, просто потому что мне лень идти за USB-шной, но мышка точно будет USB-шной, поэтому если вы увидите, что курсор мышки двигается, значит и USB-шная клавиатура тоже работать будет. USB-мышку я подключаю в порт USB 2, на этой материнке этот порт подключен к чипсету. Я бы с радостью поставил винду вот с этой вот USB 3 флешки, но, к сожалению, если на этой системе эта флешка прекрасно работает, то на моей системе с Xeon, при помощи которой я готовлю образы, эта флешка почему-то не определяется. Не знаю почему. Она видится как устройство, но диск никогда не опознается, поэтому я просто не могу ее записать на моей вспомогательной системе. Но я ее все равно сюда воткну, вот в этот USB-порт. Этот красный порт на данной материнке подключен к дополнительному контроллеру ASMedia, не чипсетный, не процессорный USB-контроллер. Просто для демонстрации того, что USB-устройства в этом порту будут работать. Но оставить операционку я буду все-таки вот с этой SD-шки, ее я воткну USB-шный картридер 3.0,
Его я воткнул в 3.0 разъем. Вот эти 4 верхние на данной материнской плате обеспечиваются USB-контроллером прямо в процессоре. То есть это самый в данном случае проблемный контроллер, под который официально нет драйверов. Поэтому если уж оно заработает и с него поставится, ну, значит, все будет хорошо. Ну и клавиатура у меня Legacy на PS пополаме. Здесь спокойно может быть и USB клавиатура, потому что если уж USB заработала, то и клавиатура такая работать будет. Так что этот способ будет работать даже если такого порта на материнке нет вообще. Но чтобы с флешки что-либо установить, надо сначала туда записать какой-то образ. А этот образ нам сначала еще нужно будет приготовить из оригинального образа Windows 7 Service Pack 1. Сторонние сборки здесь рассматриваться не будут. Для подготовки этого образа нам понадобится, по сути, две группы вещей. Первое — это обновление, второе — это драйвера. Обновление я буду использовать из пака обновлений от Simplex, Update Pack 7R2. Взять их можно вот на этом сайте, либо кликнув вот сюда, загрузить вот это вот. Но при этом будет качаться веб-установщик, то есть вам надо будет после его скачивания его еще раз запустить, и тогда он еще докачает, собственно, сам большой толстый установщик всех нужных обновлений. Либо можно щелкнуть по ссылочке Мега и получить этот самый набор апдейтов уже здесь, уже с правильным размером, в единственную закачку, без всяких веб-установщиков. И да, я буду использовать пак обновлений от Simplex, потому что это быстрее, удобнее и стабильнее, чем использовать центр обновления Windows, который рано или поздно Microsoft окончательно отключит. Этот же набор, сохраненный где-то на диске, всегда будет под рукой и всегда будет работать. Он сильно автоматизированный, сканирует сам на наличие уже установленных обновлений, ставит только нужные, может сам интегрировать Service Pack 1 в образ, может интегрировать много других вещей. В общем, по мне так очень удобная и проверенная вещь. Ну и также нам потребуются драйвера. Самое основное — это то, что касается чипсета, то есть процессорных и южно-мостовых драйверов. Про это я уже в принципе рассказывал в предыдущих частях этого же видео, поэтому сейчас вставлю, по сути, упрощенную копию того, что я уже говорил, для тех, кто пропустил предыдущие части. Далее можно было бы сходить, конечно, на сайт AMD, как я показывал в первом способе. Тут можно было бы выбрать чипсета M4, X470 и получить, собственно, официальные драйверы для Windows 7. Но есть проблема. Эти драйверы скачиваются в виде отдельного экзешника. И этот экзешник не позволяет себя нормально распаковать на системах без AMD устройств. Поэтому я предпочитаю для данного способа не пользоваться штатными AMD-шными драйверами, а сразу отправиться на форум WinRAID.com, который в данном случае 100% понадобится, если нужно заставить работать процессорный USB-контроллер третьего поколения Ryzen. И здесь есть ссылочка на Яндекс.Диске. Вот это нужно скачать. То есть даже несмотря на то, что официальных драйверов ни под третье поколение Ryzen, ни под 570 чипсет на сайте AMD нет, здесь оно есть и оно работает. И более того, в этом же паке содержатся еще драйвера для всех AMD-шных устройств, типа там вот всяческих PCI-контроллеров, контроллеров шифрования и прочее. То есть все то, что по умолчанию лежит вот в этом драйвере, но запаковано 3 раза в экзешнике. И тут же, кстати, лежат и драйверы для сетевых карт, которые обычно применяются на AMD-шных матерях. Это в том числе интеловские контроллеры, реалтековские контроллеры. В общем, это прекрасный пак все в одном, который просто работает в Windows 7. Но если вы, например, драйвер сетевой карты все-таки хотите ставить отдельно, не из этого набора, то придется все-таки сходить на сайт производителя. Intel i211AT гигабитный контроллер. Как я обычно делаю, когда я устанавливаю любое устройство для материнок или видеокарт, я ставлю драйвера не от производителя железки, а от производителя чипа, на котором сделана железка. То есть в данном случае я не буду качать драйвер Asus, а буду искать драйвер на интеловскую сетевую карточку, которая на этой материнке есть, поэтому я копирую это название. Если оно не указано в характеристиках продукта, можно найти в обзорах или посмотреть по фотографиям конкретный чип. Идем на сайт Intel и, например, Support. Download Center. Пробуем здесь забить эту сетевуху, и она находится. Короче, здесь мы конкретно Windows 7 нигде не найдем. Все, что можно найти, это отдельный драйвер, например, для Windows 8. И есть еще отдельный набор Complete Driver Pack, который включает в себя вообще в принципе все возможные сетевые интерфейсы, но оно весит конских размеров. Могу сказать сразу, что в последней версии ни в этой вообще нету драйверов для этой сетевой карты, но если скачать версию 22.10, которая здесь еще представлена, то несмотря на то, что здесь везде опять же пишется про десяточки и ни слова про семерочки,
Здесь, в этом комплекте, драйвера для Windows 7 на эту самую сетевую карточку есть. Если уж ничего не помогло, ни на сайте производителя чипа нет драйверов, ни на сайте производителя железа нет драйверов, то в качестве последней меры можно все-таки обратиться к комплектному диску. Шок-контент. Оказывается, комплектный диск оптический для материнской платы все еще может быть полезен в 2020 году. Если взять комплектный диск от этой материнки, то на нем будут драйвера для интеловской сетевой карты и для AMD-шного чипсета. Но поверх всех чипсетных устройств в этом способе установки я предлагаю еще сразу запихнуть в образ и драйвера для видеокарт, и драйвера для аудиокарт. Что касается аудио, обычно встроенные в материнки это что-нибудь на Realtek, почему-то Realtek-овский сайт какой-то весь сломанный и сам дефолтится на какой-то китайский. Пнем его на английский, но я думаю, это нам все равно не сильно поможет, потому что он, по-моему, все равно сломанный, потому что если есть download multimedia ICs, в общем... Тут ничего нет, поэтому вот вам ссылка на работающую скачку драйверов. Правда, и здесь все не лучшим образом выглядит. То есть, да, нам потребуется что-то вот из этой серии. То есть, драйвера для Windows 7, zip-файл 64 бита последней версии. Он весит дофига, но скорость скачки с этого сайта какая-то черепашья. У них, видимо, хостинг на модеме работает. Но, короче, нужно скачать вот эту версию драйверов и скопировать ее себе в пак с дровами. В случае NVIDIA тут все попроще. Заходим на главную и драйверы. Тут выбираем тип видеокарточки, обычно для домашних серий это GeForce. Прошу отметить, что NVIDIA вовсе не кладет болт на пользователей Windows 7, и даже для последней RTX 3000 серии у нее есть драйвера для Windows 7 64 бита, даже для 3090. Я могу здесь не выбирать, допустим, под свою 1080, потому что найденный далее пак драйверов будет общим для всех относительно современных видеокарт NVIDIA, вот этот вот. В нем же будут драйвера и для моей 1080, так что достаточно просто его скачать. В случае AMD делаем примерно так же. Главное, драйверы и поддержка. Пролистываем вниз, выбираем графику и нужный видеочип. Ну, например, у меня стоит доисторический сейчас Radeon HD 5 серии, то есть это Radeon HD, вот это Series, ну, конкретно 5570, и выбираем нужную видяху, получаем список драйверов, подходящих под мою систему. Пожалуйста, Windows Legacy Drivers. Можно скачать Crimson вариант, можно скачать каталистовские вот эти вот. Просто скачаем. Итого, мне подготовлен образ операционки. Это лицензионный образ Windows 7 SP1, скопированный в папку прямо с лицензионного диска. Это скачанные все драйвера. Плюс я сюда еще для своих нужд подсунул драйвера для своих плат захвата и парочку SATA контроллеров. Ну и еще где-то найденный на просторах интернета пак всяческих USB 3 драйверов на разные контроллеры, не только AMD, ASMedia или Intel. Тут еще и NEC Renesas, и Texas Instruments, и VIA, и Etron, и Fresco. В общем, всевозможные дрова, которые можно интегрировать в семерку. Вот распакованные Realtek-овские драйвера и скачанные драйвера на видеокарту. Собственно, можно попытаться залезть внутрь. Видно, что здесь в принципе все есть. Вот они, драйвера. Все тут есть, так что можно, например, это просто сюда распаковать и переименовать в это AMD Graphics. То же самое касается NVIDIA. Посмотрим, что в архиве. В общем-то, дрова, дисплей драйвер. Вот они, наши Infosys файлы. Тут все на месте, так что просто распаковываем это все сюда же. Эту папку можно переназвать как NVIDIA Graphics. Итого, набор драйверов для интеграции в образ у нас есть, и остались еще обновления. Собственно, вот скачанный Update Pack для семерочки, скрипт для интеграции, плюс еще в образ надо будет запихнуть библиотеки Visual C++ для запуска относительно новых приложений и Microsoft.NET. Ну, еще у меня здесь есть немножечко моих собственных настроек реестра, экспортированных в rec-файлы, которые тоже можно будет сразу запихать в образ. Что касается последовательности действий, Update Pack не умеет интегрировать драйверы в образ, только обновления, которые в нем самом есть, и то, что рядом валяется, но не драйверы, насколько мне известно. Поэтому для этого нам потребуется NT-Lite. Идем сюда, нас интересует Stable версия, не бета-версия. Такая вот сейчас есть в наличии. Вспомогательная система у меня 64-разрядная, так что качаю вот именно эту версию. Что касается порядка запуска, то есть что сначала делать, интегрировать драйверы или интегрировать апдейты, в моей практике лучше сначала интегрировать драйверы в исходный образ Windows 7 NT-Lite, и только после этого уже готовый ISO-образ с интегрированными дровами пропустить через Update Pack, чтобы интегрировать все нужные апдейты. В таком случае все работает хорошо. Так что запускаем скачанный и установленный NT-Lite
И подсовываем сюда каталог образа, куда распакован образ оригинальный Windows 7. Дабл-кликаем по нужной редакции, в моем случае это Windows 7 максимальная. Итак, образ загрузился, статус загружено, и начинаем кастомизировать. Удалить компоненты. Тут можно повыкусывать различные части операционки, что обычно делают всяческие там сборщики всяческих сборочек. Но по большей части я здесь выкусывать ничего не собираюсь. Как видно, у меня все здесь стоит по умолчанию. Кроме вот этой галки мультимедиа, я убрал DVD-мейкер. Ибо зачем мне этот DVD-мейкер нужен? Никогда не пользовался, не пользуюсь и не собираюсь. Это единственное, что я здесь поменял. У вас могут быть какие-то свои предпочтения в данном случае. Далее настроить функции. Тут можно опять же что-то включить или выключить. Здесь я поменял совсем чуть-чуть. Я убрал все игры, они здесь все были, и добавил себе клиент Telnet и клиент TFTP. Но по идее это все то, что по умолчанию будет установлено из образа, и это можно после установки уже операционки удалить или доустановить через стандартные средства винды. Так что это просто предпочтение, что из предложенного будет сразу ставиться, а что нет. У меня предпочтения такие, у вас опять же могут быть свои, можете вообще оставить это все также по умолчанию. Настроить настройки. Тут, в общем, есть всяческие тонкие настройки, их тут довольно много, и я тут кое-что даже поменял. Не везде. То, что изменено, подсвечивается жирным шрифтом. Как видно, в этих 3 пунктах я вообще ничего не изменил. В меню «Пуск» я отключил пункт отображения последних документов. Он мне не нужен. В TCP/IP я ничего не поменял. В пункте Windows отключил автоматическую активацию, чтобы она не пыталась сразу по интернетику это сделать. Я это сделаю, когда мне это будет нужно. Здесь я обязательно отключаю Windows Defender, ибо зачем он нужен. В OAK ничего не трогал. Конфиденциальность отключил лишнюю телеметрию и там, и там. Здесь отключил автоматическую перезагрузку в случае BSOD и записи этого в системный журнал. Мне достаточно просто дампа. Обновление, чтобы оно по умолчанию было самым нормальным образом, то есть уведомляло, но не ставило и не качало ничего само. Но при этом я включил возможность скачивать автоматические драйвера и подменять им иконки, если таковые найдутся. В проводнике довольно много изменений. Это все, что обычно можно изменить из свойств самого проводника уже после установки через меню «Сервис», «Параметры папок». Но так как мы можем это сделать заранее, почему бы и нет? Во-первых, я отключил сразу автозапуск со всех носителей и включил скрывание пустых дисков. Также поставил включено на пункт, который разрешает сразу показывать полную информацию при копировании файла. Я всегда, когда копирую файлы, все равно нажимаю на эту галочку вниз, чтобы видеть полную информацию, поэтому пусть оно будет по умолчанию. Не скрывать значки в системном трее. Я предпочитаю, чтобы у меня все значки в трее всегда отображались. Не кэшировать вообще миниатюры. Не скрывать защищенные системные файлы. Показывать вообще все скрытые и показывать расширение файлов. Это я так делаю всегда. Автоматически чистить историю документов, если таковая сохранялась. Не группировать кнопки от одних и тех же приложений на панели задач. Меня это подбешивает. Пусть будут лучше отдельные кнопки с подписями. В панели управления предпочитаю классический вид, а не группировку по категориям. И не сохранять историю документов. И также не предлагать мне записывать оптические диски, когда я таковой вставляю, ибо оптический DVD-привод у меня в системе есть. На рабочем столе сразу обозначил значки, которые мне нужны и которые нет. В сети не менял ничего. В системе тут я попытался сразу задать параметры файла подкачки. Меня, правда, смущает не меняющийся здесь пункт автоматический. Почему-то никак нельзя выбить вручную. Посмотрим, что из этого получится. Совместимости ничего не трогал. Здесь, опять же, могут быть какие-то ваши свои предпочтения в этом всем списке. Как я сделал, я показал. Службы здесь я почти ничего не трогал, только отключил службу Windows Defender, то есть защитника Windows, и в самом низу отключил службу удаленного реестра. Все остальное, как видно, жирно не подсвечено, все остальное по умолчанию. Можете открыть в своей операционке список служб и сравнить его с тем, что здесь предлагается. Если у вас какие-то есть свои изменения, можете их здесь продублировать. В доп. Службах я не менял ничего, я так понимаю, это подслужбы от различных драйверов. Обновления. Хотя далее мы будем интегрировать все обновления через пакет от Simplex, я все-таки ту самую парочку обновлений, которые я показывал в предыдущих способах, сюда предпочитаю вставить. В конце концов, набор от Simplex увидит, что эти обновления уже есть, и их дополнительно заново интегрировать уже не будет. Для того интегрирую драйвер для NVMe, штатный майкрософтовский, и интегрирую драйвер для новых подписей у новых драйверов, чтобы те же AMD-шные драйвера сразу работали. Далее драйверы. Вот тут сейчас будем развлекаться. Добавляем каталоги. Я сразу добавлю весь каталог от того архива с WinRAID.
Посмотрим, что сюда добавится. Вот он, полный список. Но кое-что я отсюда удалю. Например, интеловская сеть, да, мне нужна, а вот интеловский Wi-Fi мне ни в одной стационарной системе, куда я буду это ставить, Wi-Fi нет и не предполагается. Поэтому это я сразу отсюда убираю. Qualcomm'овские, вот это меня тоже сейчас не интересует. У вас могут быть какие-то свои предпочтения, поэтому кроме интеловских дров, вот это все я отсюда убираю. То же самое касается Bluetooth. На десктопах у меня Bluetooth никогда не будет. Эти драйвера я тоже выношу. Realtek-овский Wi-Fi туда же. AMD-шный SATA контроллер пусть будет. NVMe-шный, несмотря на тот драйвер от Microsoft, в данном случае пусть тоже будут. Системные AMD-шные драйвера пусть будут. USB-шные драйвера, то, что в этом архиве идет, тоже пусть будут. Теперь я сверху еще добавлю другие USB-шные драйвера, найденные в интернетах. Кроме AMD-шных, которые уже у нас есть, ASMedia, которые тоже у нас есть. Еще добавлю драйвера на чипах e-tron. Добавились на чипах Fresco, добавились на чипах Renesas, есть такие, и на чипах от VIA, есть такие. Добавлю еще свои драйвера, которые нужны именно мне. У меня стоит на передней панели в корпусе дисплейчик, подключенный по USB, там со всякой статистикой, поэтому это я сюда добавлю, драйвера для этого дисплейчика. Есть такие. Также добавлю драйвера для парочки SATA контроллеров, которые у меня иногда используются, же микроновские. Добавились. Но это все мне сразу здесь не нужно. IDE-шный контроллер, этот контроллер, да. А вот это уже, по сути, драйвера для 32-битной системы, которые в данном случае не нужны. И флоппи копии тоже не нужны. То есть можно было указать просто драйвер AMD64 и все. То же самое касается Marvel. Драйвер для Marvel добавлен. И для плат захвата, используемые мной платы от Magewell, тоже драйвера вставлены. Далее осталось интегрировать только аудио-видео драйвера, поэтому для аудио Realtek куда-нибудь сюда. Там довольно много различных инфайлов, немножко с разными конфигурациями, в том числе под всяческие брендовые машины. Это в принципе не нужно, поэтому все, что кроме вот этого 861, можно убрать отсюда, из этого списка, ибо это будет просто лишнее время, лишнее место при компоновке образа. Так что самый первый файл я оставляю. Драйвера там все равно плюс-минус все одни и те же. Теперь видео. NVIDIA Graphics, Display Driver. Тут тоже довольно много всяческого мусора. Вот это вот есть, вот это вот есть. Остальное, по сути, тоже все в данном случае не нужно. То есть нужен только NV-подстрочник DSP и NV-подстрочник Desktop может быть. И все остальное можно отправить в мусорное ведро. И AMD-шная графика. Дисплей. Она добавила все дисплейные контроллеры. И VDM. Это чтобы у нас работал HDMI-ный драйвер аудиовыходов. Вот теперь, в принципе, в моем случае все. Больше я сюда добавлять ничего не собираюсь. Сеть у меня есть, это все есть, USB есть, все должно пойти. Реестр. Здесь я добавлю совсем чуть-чуть, у меня здесь свои собственные локальные правки. Отключить админские шары в сетевом окружении, не создавать миниатюры на сетевых дисках и не предлагать поиск в интернете программ по открытию неизвестных расширений файлов. Небольшие риг-файлики будут интегрированы также. Далее здесь есть автоответы, тут можно включить и поставить разные автоответы, в том числе можно прописать сразу ключ продукта здесь, чтобы не вводить ручками, но мне сейчас это все не интересно, я это делать не буду, у вас могут быть какие-то свои предпочтения, можете посмотреть какие-нибудь инструкции насчет этой странички в интернетах, может быть оно вам подойдет. После установки мне ничего выполнять не нужно. Теперь применить. Нам нужно сохранить образ, да. И из общего образа я, пожалуй, выкину в данном случае все те, которые мне не нужны. То есть загрузочные, естественно, нужны, максимальный мой действительно нужен. Вот эти три мне не нужны, у нас места и так будет довольно много занято, поэтому освободить лишнее будет хорошо. Стандартный образ. Далее, вот здесь. Здесь, естественно, все по умолчанию простаивалось для того образа, который сейчас загружен, для максимального. Остальные мы удалили, осталось только интегрировать обновление.
заметьте, что там была парочка добавлена с драйверами в загрузочный и образ восстановления. Но вот драйверы буду интегрировать только в этот, потому что все остальное, вот это куча USB-контроллеров, куча SATA-контроллеров, куча видео-аудио адаптеров, все это в загрузочных и в образах восстановления вообще не нужно, это только зазря увеличит их размер. В данном случае интеграцию драйверов надо производить в два этапа. Сначала в образ основной, который будет ставиться, а потом уже минималочку вот в эти остальные образы. Поэтому эти я сейчас не трогаю, весь мусор, чтобы в них не дампить. Это все остается по умолчанию. Создавать ISO, положить его куда-нибудь туда, как-нибудь назвать. И запускаем. Есть у меня только одно замечание. Для всей работы NT-Lite потребуется довольно много свободного места на диске вашей вспомогательной машины. Особенно если запихивать очень много драйверов в основной образ, то там может потребоваться и 40 гигабайт свободного места, 50 гигабайт и 60 гигабайт. Поэтому имейте в виду, свободного места должно быть много, особенно если вы упихаете много драйверов. И также свободная версия NT-Lite при каждом новом образе, то есть и тот, который вы модифицируете, и там всяческие бутыеты, это считается как отдельные образы. На каждом новом образе NT-Lite будет просить вас нажать ОК для подтверждения и продолжения обработки. Интеграция минимального набора апдейтов и всех драйверов в основной образ семерки у нас завершена. Можно вернуться в исходник. Видим, что в нашей папке образа уже остался только тот образ, который мы выбрали, остальные удалились. Но теперь нужно еще добавить USB, SATA и NVMe драйвера в образы для установки и recovery. Поэтому теперь делаем дабл-клик вот сюда. Образ Microsoft Windows Setup у нас загрузился. Тут мы особо ничего делать не будем. Тут тоже, тут тоже. Обновление не трогаем, заходим в драйверы. И добавляем сюда те драйверы, которые нам минимально нужны. То есть это USB-контроллеры. Также можно добавить Storage-контроллеры. И сюда же добавить еще немножечко USB 3 контроллеров, которые могут встретиться в системах. В эти загрузочные образы такого списка будет достаточно. Снова применить, сохранить образ, ничего уже удалять не нужно. Опции, интегрировать драйверы. Ставим сразу обе галочки здесь и ставим создать ISO. Пересоздадим его еще раз. Предыдущий даже можно было не делать, но тем не менее. Обработка. Теперь все, что нужно через NT-Lite в образ уже интегрировано. У нас получен вот такой образ. Его объем не сильно-то увеличился, всего лишь 3,36 гигабайта. Его даже все еще можно закатать на DVD-болванку. Точно так же можно его записать на флешку, и он будет работать. То есть мы сейчас уже получили работающий образ, который сможет установиться с флешки с использованием всех USB-клавиатур, мышек и чего угодно сразу на NVMe привод. За одним но у нас не будет актуальных обновлений в системе. Поэтому если вам интересна именно операционка со всеми драйверами, но без всех апдейтов, то можете пропускать следующую интеграцию обновлений и переходить на указанный тайм-код, чтобы сразу разворачивать этот образ на флешку. Мы же далее приступаем к интеграции всех апдейтов в этот же самый образ. Интеграцию обновлений внутри образа будем производить при помощи все того же апдейт-пака. Но у него есть ряд интересных функций. Он может интегрировать не только обновления и обновления для Internet Explorer в том числе, но он может интегрировать и DirectX последней версии, и .NET последней версии, и Visual C последней версии. Конечно, можно это сделать, установив отдельно DirectX, .NET с русским языком и отдельные наборы для библиотек Visual C++ для работы программ. Если вас пугают какие-то, опять же, кастомно кем-то собранные сборки, можете делать именно так и пропустить интеграцию аддонов для набора обновлений. Если вас это не пугает, можете открыть соответствующие ссылки и найти здесь нужные образы. Соответственно, система у нас семерка 64-битная. Вот у нас есть DirectX последний 64-битный. Качаем вот этот VA файл. Это и есть файл аддона для апдейт-пака. Здесь есть ссылки на .NET разных версий, и 4.7.2, и 4.8, соответственно, тоже. Здесь есть ссылки на GitHub. И здесь есть ссылка для 32 и нужная нам 64-разрядная версия .NET 4.8. По этой ссылке есть наборы языков для обеих и 32 и 64-разрядных версий. И нам тоже понадобится файл для русского языка для нашего .NET. Ну и Visual C++, набор библиотек, если нужны прям вообще все, можно качать вот этот файл, самый первый, который здесь есть в списке. Для 64-разрядных систем он нам тоже пригодится. В итоге, если вы выбрали вариант с интеграцией именно аддонами, чтобы оно уже сразу было в образе, то вот у вас сам апдейт-пак, и вот они аддоны: DirectX, .NET 4.8,
.NET 4.8 поддержка русского языка и библиотеки Visual C++ всех возможных версий. Запускать интеграцию я буду следующим образом, то есть это обращение вот к этому файлу update-пака, обновление до IE11 со всеми обновлениями, включение и исправление спектра Meltdown. Эта опция указывает, что интегрировать обновление нужно во все образы, но так как мы на этапе с Entity выкидывали все, кроме того образа, который нам нужен, то это не будет нам добавлять лишнего мусора в лишние образы. И путь к самому образу установочному. Это вот эта папка, где у меня лежит все содержимое когда-то бывшая копии нативного установочного диска Windows 7. Здесь же сейчас уже все пропатчено Entity, вот здесь даже парочка логов от этого осталось. И в папке Sources лежит тот самый Install Vim, в который и будут интегрироваться все обновления. Соответственно, вот этот путь и нужно указать. Еще одна заметка. Для интеграции обновлений через update-пак тоже нужно довольно много свободного места. Как минимум 20 гигабайт, лучше 30. Далее вот эту папку с полученным пропатченным полностью образом я хочу обратно превратить в ISO образ, поскольку я пытался предварительно подготовить флешку и туда просто скопировать все вот эти файлы, но в таком случае у меня загрузка просто не получилась, она ломалась сразу же. Однако если я готовлю ISO образ, то там все спокойно работает. Поэтому я снова запускаю Entity, и здесь все довольно быстро. Снова указываю всю ту же самую папку, где лежит наш рабочий образ, и здесь просто указываю создать ISO. Обзываю как-нибудь ISO-образ и даю метку диску. Образ готов. Теперь, если мы не хотим образ записывать на DVD-болванку, у нас нет вообще оптического привода и все такое, можно раскатать ISO-образ на флешку, USB-флешку, SD-флешку, не суть важно. Для этого я буду использовать довольно известную программу Rufus. Вставляю SD-карточку в картридер на вспомогательной машине. Вот она определилась в моем компьютере, запускаю Rufus. Он видит мою флешку. Здесь нужно выбрать GPT для компьютеров с UEFI. Именно в таком режиме мы будем устанавливать сейчас Windows. Файловая система нам здесь понадобится NTFS по одной простой причине. Полученный на третьем способе образ у нас уже слишком большой, чтобы уместиться на файловую систему FAT32. На FAT32 файлы больше, чем 4 гигабайта не поддерживаются. Это туда записать просто не получится. Если у нас образ меньше 4 гигабайт, да, мы можем здесь выбрать FAT32 и спокойно продолжить дальше. Если у нас образ больше 4 гигабайт, то здесь нужно выбрать NTFS. Но прикол в том, что обычно UEFI BIOS не очень-то умеют грузиться с NTFS разделов, им подавай FAT32. И даже EXTFAT тоже не поможет, они обычно тоже не понимаются биосами. Rufus здесь подставит немножечко костылей, он сделает маленький разделчик на этой флешке, который даже винда не будет видеть, который будет FAT32, из которого BIOS сможет загрузиться, но на этом разделчике будет небольшой драйвер для NTFS, который уже передаст большому разделу с NTFS, на котором уже будет наш образ винды находиться со всеми нужными файлами. Вот такие вот забавные костыли где-то там под капотом Rufus крутятся. Но главное, что это будет работать. Далее быстрое форматирование, создать загрузочный диск, ISO-образ. И указываем наш образ, в данном случае это полученный на третьем способе ISO-образ на 5 с копейками гигабайт. Оно подцепило сразу метку тома, указанную ранее. Это можно поставить, нажимаем старт и ждем завершения. Небольшая заметка, моя конкретная SD-флешка довольно медленная на запись, она всего там порядка 20 мегабайт в секунду может, зато на чтение она может 90. Чтение нам пригодится именно в процессе установки Windows, потому что с флешки будет идти только чтение, и это будет быстро, но сейчас в процессе подготовки и копирования образа оно будет относительно медленным. Чтобы установиться с флешки в UEFI режиме, проверяем следующее. В CSM у нас должно быть все UEFI Only или UEFI First, либо вообще выключить CSM, если у вас видеокарта относительно свежая, не как у меня, которая не умеет UEFI, поэтому держится CSM включенным. Secure Boot должен быть выключен, то есть должно стоять Other OS, не Windows UEFI или Windows 8 Mode, потому что семерка по умолчанию не умеет Secure Boot при наличии UEFI. Ну и, собственно, все. После сохранения настроек в процессе поста я жму F8, на данном материнке это выбор Boot меню. Пожалуйста, Boot меню вышло. Видим, что есть два раздела видимых на флешке, причем почему-то одинакового объема, но это не важно. Выбираем Partition 1 в UEFI режиме и пошел грузиться загрузчик Windows 7. Это значит, что все работает хорошо, никаких ошибок у нас нет.
Итак, установщик загрузился, проверяем, мышка работает. Напомню, что мышка включена в чипсетный USB 2 порт, значит USB драйвера у нас точно уже работают. Продолжаем, соглашаемся с лицензией, полная установка. И что мы видим? Мы видим, что система видит NVMe диск терабайтный, стоящий на материнке, то есть этот драйвер у нас тоже работает. И она даже видит USB-шную флешку, воткнутую в ASMED-евский контроллер, порт на задней панели. То есть и USB-шники у нас все работают, и NVMe у нас работает. Делаем настройку диска. Создаем, ну, например, все те же самые 50 гигабайт, остальное отведем под данные или под что-нибудь еще. И видим, что семерка в UEFI режиме по умолчанию размещает диск в GPT, а не в MBR, создавая два дополнительных раздела, а не один. Указываем этот раздел, игнорируем вот эту ошибку, про это я уже показывал. Во втором способе она возникает, потому что у нас выключен Secure Boot, но все на самом деле будет работать. Видим необычное, у нас изменилось разрешение экрана. Причем изменилась она не совсем на правильные пропорции, потому что мой видеозахват представляется как 1920 на 1200, а не на 1080, как идет это видео. Но это мы поправим, когда загрузится Windows до рабочего стола. Сейчас же можно только понять, что у нас заработал видеодрайвер для нашей ATI Radeon видеокарточки, которая стоит сейчас в тестовой системе. То есть мы еще не на рабочем столе, а у нас уже работает видеодрайвер, интегрированный внутрь операционки. Вы это тоже слышали, да? У нас уже и звук работает, и, как видно, уже и аэро работает. Осталось только разрешение вернуть, по тому, которое соответствует на самом деле видео. Ну вот, так-то лучше. Full HD теперь наша. Посмотрим, что у нас в устройствах. Видеокарта установлена, SATA на контроллеры установлены, флешка USB 3, NVMe диск, USB контроллеры, ASMED-евский, процово-чипсетные, NVMe-шный драйвер даже подцепился не майкрософтовский, а самсунговский, ибо NVMe-шка стоит самсунговская, процессоры Ryzen, ну и всяческие SMBus, PCI и OMMU, вот это все, устройство шифрования, все установилось, все здесь. В моем компьютере у нас локальный диск, флешка, которая воткнута в ASMED-евский USB 3 порт, пожалуйста, она видна, и флешка, с которой ставилась винда в картридере. Так что все видно. Тут у нас видно page файл. Не сработали опции, которые я пытался там настраивать, поэтому сделаем вот так. Умерим аппетиты. Так-то лучше. Но со всеми апдейтами, конечно, место уже занято разика так в 2 побольше, чем голая ванильная семерка. Там было порядка 7,5 гигабайт, здесь уже 14. Но, тем не менее, у нас сейчас полноценно работающая система. Она готова к труду и обороне, к установке программ, к выходу в интернет, всему чему угодно. Это полностью рабочий образ семерки на Ryzen 9. Да, на Ryzen 9 16-ядерном третьего поколения. Я думаю, видно, что система рапортует, что у нас установлен последний для нее DirectX 11, уже установлены все версии наборов библиотек от Visual C++ и установлен .NET 4.8. Итого мы готовы переходить к тестам. Нет, стоп, секундочку. Я же еще для первого и второго способа не доустановил драйвера на аудио-видео. В общем, те, кому срочно нужны тесты, переходите по указанному на экране и в описании тайм-коду. А я немножко откачусь назад и доустановлю такие драйвера. Так, что у нас тут осталось? DirectX, Visual C++, да, .NET и драйвера на аудио-видео. Ну, DirectX легко берется с сайта Microsoft. Visual C++ есть, опять же, на сайте Microsoft, нужной разрядности 2005, 8, 10, 12, 13 и 15-19. Можно поискать отдельно паки в интернетах на эти же все наборы. И .NET, опять же, 4.8.1 берется на сайте Microsoft, общий установщик, русскоязычный пакет и небольшой апдейт. Сейчас все это быстренько поставим.
Спустя 5 минут всяческие .NET и Visual C установлены, остались только драйвера. В стенде сейчас только стоит атишная видеокарточка, так что ставим атишные дрова. Так, графика завелась, надо только поставить разрешение Full HD и тему с Aero. Все драйвера установлены, апдейты все стоят, .NET, DirectX, Visual C библиотеки, все установлено. Можно уже ставить софт и проводить тесты. Что ж, пора приступить к каким-нибудь хотя бы тестам, но хоть каким-нибудь, чтобы хотя бы понять, как оно все работает. Хочу только сразу предупредить, что, увы, каких-то особо объективных тестов и хорошо сравнимых с нормальными машинами не получится, просто потому, как сейчас собран тестовый стенд. Видеокарты вы видели? Это Radeon затычка где-то там десятилетней давности, поэтому любые графические тесты сразу упрутся в эту затычку, и на этом все закончится. Видеоху из своей рабочей станции по понятным причинам я пока что переставить не могу. Но и даже процессор на всю, что называется, не раскроется, потому что вы видели, что на нем стоит? На нем стоит алюминиевая болванка с парой теплотрубок. Это самый дешевый из кулеров с теплотрубками на M4, который я смог найти. Я его брал только, чтобы проверить запуск системы, и прежде чем переехать на нормальный кулер со сменной платформы. Эта болванка рассчитана максимум на 85 Вт отведения тепла. Этот Ryzen в стоке это 105 Вт TDP. При этом он может кратковременно этот TDP превышать, а если еще чуть-чуть подкрутить в биосе, то можно из него и 200 Вт совершенно спокойно снять. Просто может, а вот кулер ему просто тупо не даст. Ryzen очень не любит высокие температуры, и выше 50 уже даже градусов он начинает снижать свой турболимит. Поэтому у нас нормального турбобуста на этом видео просто не будет с таким кулером. Но держа все это в уме, давайте попробуем посмотреть хоть на что-нибудь. Хоть чуть-чуть. HVinfo 64. Давай. Показывай. HVinfo. Здравствуйте. Частоты. Видим, что частоты у нас в запаркованном состоянии 2,2 ГГц. Тут все нормально. Память у нас... да, кстати, память у нас до сих пор без разгона, в кавычках. То есть она на своем штатном значении сейчас работает без XMP или DOCP профиля. Это надо будет еще поправить. Процессор сейчас вообще норм. Всего лишь 40 меньше 18 Вт сейчас он в простой кушает. И прошу отметить, я никаких специальных драйверов на процессор не ставил. Никаких отдельных утилит для управления питанием процессора я тоже не ставил. Что вообще говоря, если возвращаться к началу видео и истории про Athlon 64, с которым я тоже успел пожить и в семерке в том числе, там-то как раз, чтобы заработала технология Cool and Quiet, которая тогда была как раз крупной фичей и позволяла как раз сбрасывать множители напряжения в простое, чтобы он не кипятился почем зря. Там это просто так без драйвера или без спецутилиты не работало. Здесь процессор делает все сам. То есть я сюда ничего не ставил. Это штатная заглушка Microsoft, виндовая, стандартная. Драйвера никакие не установлены. Вы сами видели, что я ставил. И при этом он совершенно спокойно в идле сейчас находится. Давайте посмотрим на диспетчер задач. В общем-то 16 ядер, 32 потока, 32 гига оперативки в наличии. Ну что ж, давайте попробуем чуть-чуть погрузить его праймом. Самую малость. Чуть-чуть совсем. Здравствуй, прайм. Хочу посмотреть... Хламокулер сразу дает о себе знать. Как только чуть-чуть пошла нагрузка, проц проснулся, все. У нас уже все плохо. Я уже сказал, что с кулером мы сегодня далеко не уедем. Ну, допустим, я запущу один поток. Хочу посмотреть, как на одном потоке мы будем куда турбобустить. То я думаю, собственно, уже видно, как мы турбобустим. Вот 4.2, 4.1 по ядрам сейчас прыгает. Запускаем один поток. Один поток пошел. Можно понаблюдать, как он будет сейчас скакать между различными ядрами. Ну и, пожалуйста, вот он, 4.2. Туда-сюда, 4.4 мы бустим, но ничего себе, 4.2. Текущее потребление всего лишь 42, кулер хлам мы имеем уже 77. То есть, ну, я сказал про кулер уже, да. Тут, пожалуй, ничего больше говорить не нужно. Давайте загрузим его наполовинку, то есть на 16 реальных ядер, но без использования SMT. Посмотрим, как планировщик Windows справится с этим всем. Это же семерка, она же не понимает, что такое Ryzen. Правильно эти эксперты в интернете говорят? Загрузим, посмотрим. Ждем здесь под соточку. Уже 80, 134 ватта. И мы наблюдаем интересную картину. Если приглядеться, то у нас
по сути, каждый второй загружен. То есть, даже несмотря на то, что у нас якобы семерка ничего не поддерживает, ничего не понимает, по факту она вполне себе понимает, что это процессор с SMT, и у него одно ядро это реальное, второе это, ну, типа не очень реальное, это второй поток того же ядра. Но она скачет периодически туда-сюда, я думаю, видно, этот работает, этот выключен. Работает, выключен, работает, выключен, работает, выключен, меняется местами, работает, выключен, работает, выключен. Сегодня через один. Она вполне себе понимает, где у Ryzen 3000 настоящие ядра и грузит их в соответствующем порядке. Так что тут в этом плане даже все неплохо. Ну, мы уже долбимся в 95, просто сейчас уже наверняка там тротлится. Ну, как тротлится, даже под эта болванка он еще до базовой не дотротлил. То есть, да, у нас буст типа 3.8, а базовый это у него 3.5. Так что и даже в этом плане у нас все неплохо. Дадим процессору немножко остыть. 88 все еще с этой драной болванкой. Надо бы, конечно, по-хорошему немножечко даунвольтить, чтобы оно так не кипятилось. Для Ryzen типично немножко перебарщивать с напряжением питания. Интересно посмотреть, как процессор отреагирует на штатное электропитание. Сейчас он забалансированном. Экономия энергии, ну, в общем-то, ничего не поменялось. Мы и так в простое. Высокая производительность. Ага, реагирует. Мы подскочили даже чуть-чуть выше базовой. Базовый у нас 3.5. То есть даже несмотря на то, что это доисторическая семерка, у нас никаких типа драйверов и Ryzen мастеров нет, однако мы вполне себе типа повышаем частоту. А так мы сбрасываем ее в идle. Хорошо. Вопрос, а мы сможем управлять степенью экономии энергии? Допустим, я нагружу его типа на 8 потоков, чтобы он не сильно кипел. Вот мы сейчас в балансированном, вот оно бустит. Вот 120 Вт. Если я сделаю экономию энергии, здесь что-нибудь немножечко покручу. Типа управления состоянием процессора, например, 99. Опа! А вот и экономия энергии. 50 Вт. Семерочка, доисторическая, совершенно спокойно умеет рулить новейшим, понимаете ли, Ryzen. Пожалуйста, частота сброшена. При этом у нас идут вычисления. Давайте тогда перезапустим на максимум все. Сейчас все остановили. Нагрузки нет. Базовая сброшенная 2.2, 20 Вт. Запускаем все на всю. 32 потока. И мы видим 60 Вт при загрузке всех ядер. Оно действительно работает. То есть, если я сейчас отсюда выйду, сохранив настройки, и включу, соответственно, сбалансированный режим, вжух, и мы сразу вышли на полную мощность экономии энергии. И мы экономим энергию. Что могу сказать? И это тоже работает. Хорошо. Замечательно, я бы сказал. Что еще можно подергать? Можно подергать за SSD. У нас же NVMe диск, на котором это все стоит. Ведь правильно? Правильно. Да, стоит на NVMe диске. Я, правда, сейчас еще подключил SATA из других способов. То есть вот наш системный NVMe, вот мы с него загружены. Это NVMe-шный диск, который терабайтный. Это я сейчас вставил одну интересную платку. Интеловскую дичи-плату. Это интеловская дичи-плата. Старая флешка. 8086 интеловский идентификатор. Вот SSD-ха NVMe-шная. Давайте посмотрим, на что оно способно. Отключить влияние виндового кэша записи, диск C, давай. Насколько я помню, по графикам эта SSD-ха должна выдавать типа 3,5 гигабайта в секунду линейного чтения записи. Вот сейчас посмотрим. Ну что ж, по-моему, комментарии тут особо излишние. Довольно быстро выходит с ростом размера блока данных на полную свою скорость в 3 с копейками гигабайта в секунду, что на запись, что на чтение мы имеем 3,3 с копейками гига в секунду. Так что, по-моему, у нас NVMe интерфейс на материнке и, соответственно, в проце работает на полную свою скорость. Можно еще, конечно, это попинать при помощи вот этого вот любимого нашего чуда. Так, диск C, давай поменьше проходов, а то долго будет, мегабайты в секунду. Давай, валяй. А я пока здесь погоняю второй диск, который SSD SATA,
на которой в первых двух способах ставилась эта же самая операционка. Но тут опять же я сделаю такой дисклеймер. Этот SSD, он очень дешевый. Это самый, по-моему, из дешманских SSD от Intel. К тому же он с проблемами. У него есть протертые ячейки, у него есть BD и ремапы. Он не быстрый. Поэтому, увы, подкинуть сейчас, опять же, из рабочей станции, которая сейчас пишет это видео, нормальный быстрый SSD на SATA я не могу. Так, ну я думаю, до такого нам гнать не надо. Нам хотя бы до 4 мегабайт бы саташник бы попинать. Ну и вот такие результаты. У нас сейчас параллельно шли тесты и с NVMe SSD, и с SATA SSD. По-моему, никто друг другу особо не мешал. 3,3 гига на запись, 3,5 гига на чтение, как положено. И у SATA SSD, несмотря на всю ущербность, да, запись у него прослабленная, но, однако, чтение 530 мегабайт в секунду, что вполне себе вписывается в максимальные 600 мегабайт в секунду SATA третьего поколения с лимитом в 6 гигабит в секунду. Так что и мы параллельно выжили полную скорость и SATA интерфейсов, распаянных на материнке, и NVMe интерфейса материночно-процовочного. Тут все работает хорошо, я тут проблем не вижу, хотя зря я выхожу. А давайте попинаем еще USB 3. Флешка сейчас воткнута в асмедевский контроллер. Опять же, я не хочу эту флешку особо прямо-таки мучить. Погоним USB, а здесь можно теперь поменять на SATA диск. Ну что ж, и USB 3 даже через дополнительный чип, который вообще-то по линку PCI-Express подключен к Южному мосту, который уже в свою очередь по своему четырехкратному линку подключен к процессору, тоже у нас вся, в общем-то, полная скорость раскрывается. Эта флешка должна выдавать 400 мегабайт в секунду. Она 400 мегабайт в секунду и что на запись, что на чтение выдает. Ну и параллельно SATA-шный диск повторно затестировался уже в Crystal Disk Mark и свои 560 мегабайт в секунду. Он, в общем-то, тоже как-то выжил. В общем, по-моему, с системой хранения данных, что по USB, что по SATA, что по NVMe у нас тут вообще никаких проблем нет. Если мы хотим полюбоваться на характеристики наших процессоров и графических карт с позволения их вообще назвать таковыми, ибо это старье полнейшее. GPU-Z. Не надо ничего нам апдейтить, нам и так норма. Да, если кто не понял, у нас уже подключена сейчас сеть. Семерочка в интернетах. Ryzen 9 3950H, 7 нанометров, Matiz 105 TDP, текущее напряжение, даже где-то что-то около примерно плюс-минус. Частоты имеются, 6 ядер 32 потока, кэши, материнка, Crosshair 7 Hero, 470 чипсет, BIOS, Agisa 1006 в ней сейчас зашита. Память двухканальная, но она сейчас медленная. Мы еще не поставили память в ее родной режим. Пожалуйста, G-Skill. У нас сейчас работает в стоковом состоянии на частоте 1066. То есть максимальная по стандарту JEDEC. Но для XMP профиля там, конечно, все куда приятнее. Ну и недографика, да, вот она, это недографика, это Redwood 40 нанометров, Radeon, тут, короче, все довольно грустно, графикой в текущем понимании это назвать сложно. Ну что, прогоним любимые наши Cinebench, держа в уме тот факт, что, в общем-то, кулер у нас хлам, и мы сейчас сразу будем тротлить, никакого нормального буста не будет, и память у нас до сих пор медленно работает. Ну, короче, 15-й все равно пролетит быстро. Кажется, я забыл снять лимиты. Да, у нас по-прежнему экономия энергии, и в этом режиме мы набрали 2500. Сбалансированный режим. Давай еще раз. Если я это же буду самое смотреть на своем 10-ядерном Xeon, оно будет куда медленнее идти. Ну и, короче, 3700 должно быть 4000 или выше. Ну, короче, кулер не кек. Ну, давай, сохрани, да. То же самое можем проделать с Cinebench 20. Опять же, кулер хлам и оперативка у нас в стоке. Ну и того мы получили какие-то смешные 8300 баллов. Вообще скучно. Просто для понимания, насколько сейчас все плохо с оперативкой, давайте посмотрим на ее скорость в Wide 64. Просто это надо видеть. Опять же, все довольно грустно.
Зелененьким сохранены параметры моей текущей рабочей станции на Xeon, для понимания. Там стоит четырехканальная DDR3 на 1600 МГц, без разгона. Xeon в разгон не умеет. Даже XMP профиль не может поставить на оперативке. Хотя в той оперативке XMP профиль есть. Она, по-моему, на самом деле DDR3 2133. Она довольно-таки гоночная. Но работает на тщедушных 1600. Ну и мы получаем абсолютно скучный результат. Видно здесь даже тайминги. Стоковая 2, 133, 15, 15, 15, CR2. Даже какой-то буст нарисовался. Всего лишь 33,5 гига в секунду. Мы 11 гигов проигрываем Xeon. Поэтому пойдемте наконец поправим эту ситуацию немножко. Итого, надо зайти в AI Overclock Tuner. Эта настройка специфична для BIOS Asus. В других производителях будет немножко по-другому. DOCP стандарт. Оно само подхватывает XMP, он же DOCP в терминологии AMD профиль. DDR43200, 14, 14, 14, 34. И я бы еще сходил, посмотрел на определенные тайминги. Вот они выставились по XMP профилю. Меня интересует CR тайминг. Вот, Command Rate 1T. Оно в это умеет. Можно было бы сейчас сделать немножечко даунвольта, но фиг с ним. Будет нормальный кулер, тогда и разберемся. Можно немножечко тут добавить. И можно еще воспользоваться PBO. По заветам билдзоида, как на платах Asus, довольно быстро получить хороший прирост. Можно здесь мощность в принципе накрутить 200 Вт, и тогда просто будет жрать сколько сможет. Но с таким кулером это не очень, поэтому 150 мы ему дадим. 230 тут, 230 тут. Тут вручную 2х. Вот такие настройки он рекомендовал, я проверял, вполне неплохо работают. Итого, память мы вернули в ее в XMP с нормальный профиль, не стоковая частота, и чуть-чуть дали жару процу, он сейчас под этим кулером вообще офигеет, но тем не менее. Давайте сразу посмотрим, что у нас стало со скоростью оперативы. Теперь мы должны обойти Xeon, как это и должно было быть. То есть мы были где-то 33,5, проверяем теперь. Пожалуйста, почти 50 гигов в секунду. Спокойно оставили позади Xeon. Можем проверить запись. То же самое. Опережаем Xeon. Задержки. И по задержкам мы тоже впереди. Xeon вот он где со своей четырехканальной DDR3. У нас двухканальный DDR4. Неплохо, неплохо. Super Queen пролетает настолько быстро, что аж страшно. Но, в общем, или более или менее. Если судить по внесенным уже в эту базу типа стоковым результатам этого же самого процессора, на чуть более быстрой памяти, там 3600, правда тайминги похуже, у меня 3200 и чипсет, соответственно, 570. Ну, учитывая опять же кулер, некоторый разбег есть, но не то чтобы катастрофический, то есть я не где-то здесь болтаюсь, это нормально. В общем-то, тут я Xeon тоже расхожу, тут причем какие-то странные результаты в самой базе данных. Почему-то типа стоковый этот проц должен быть намного ниже. Ну да ладно. Здесь плюс-минус, опять же, с учетом кулера. Разбег, конечно, относительно большой, но тем не менее, мы где-то там. Надо ставить нормальный кулер. В общем-то, плюс-минус то же самое. Тут тоже недалече. И очень далеко позади остался 10-ядерный Xeon. Аналогичные в тестах FPU. Недалеко от того, что должно быть. И в разы больше, чем у Xeon. Просто надо понимать, что вот этот Xeon, он на ядре Sandy Bridge. Zen 2, то есть Ryzen 3-го поколения, инструкций на такт делает уже больше, чем Sandy Bridge сам по себе. Плюс у него на 60% больше потоков. У этого 10 ядер 20 потоков, у этого 16 ядер 32 потока. Плюс Xeon по умолчанию имеет максимум буста на полнотредовой нагрузке где-нибудь в районе 3,1 ГГц. У нас же может быть 4 с гаком, насколько у нас хватит лимита по температуре. То есть мы по всем трем фронтам должны опережать Xeon, что мы, собственно, и с разгромом делаем. Ну, в общем-то, здесь тоже ничего удивительного. Плюс-минус как должно быть. Xeon далеко позади. Ну и тут как бы, ну, разгром, я думаю, в комментариях просто не нуждается. И, кстати,
Кстати, для скептиков использованные тесты в том числе используют AVX, AVX2, которые в Ryzen есть, и да, AVX в семерке тоже работает. В общем, тут у нас все неплохо. Посмотрим, насколько поменялись значения в Cinebench 20. Но, опять же, мы упрям сейчас в кулер, то, что мы задрали память и мощность нарастили, я не думаю, что нам большой даст прирост. Но, однако, приростик есть. Чуть-чуть не дотянулись до того, что должно быть. Там, типа, 9 с копейками должно быть, типа 9,5. У нас 8,6. Ну, как бы сойдет с таким кулером. Бенчмарк. Стандартный. 1. Что интересно, Linpack думает, что у меня всего 16 потоков, но при этом 32 ядра. Linpack все перепутал. Ну и видно, опять же, что у нас примерно плюс-минус через одно ядро в диспетчере задач загружено. То есть реальные ядра, SMT потоки немножечко стоят, отдыхают. Ну и там получились какие-то результаты, что они должны говорить, я не имею ни малейшего понятия. Пойдемте сходим в интернеты. На YouTube, например. Давайте какой-нибудь Full HD, что ли. Теперь сделать, поставить апдейт. Ну и как бы для понимания, сколько готовилось видео и насколько у меня много свободного времени, эксперименты по Windows 7 наряженке начались еще в декабре 2019 года. Я почти год это видео готовил, но, правда, с большими паузами. Основная подготовка шла в марте во время самоизоляции. Ну, короче, Full HD мы что-то там типа показываем. Давайте попробуем то, что видеокарта в этом стенде точно не должна уметь. Она не должна уметь 4К видео. Загрузка процессора. Ну, вам, конечно, этого сейчас не видно, потому что у меня видео в 30 FPS, но мы имеем стабильные 60. Что у нас тут есть? Ну, типа, да, 4К 60. В принципе, ничего не дропаем. Несмотря на то, что видяха вроде как это не должна уметь, мы это совершенно спокойно смотрим. Вероятно, потому что Ryzen просто на себя все декодирование забрал, но учитывая, что у него 32 потока, ему это 4К до лампочки. Давайте здесь запустим какую-нибудь дичь. Да, эта дичь мне нравится. И можно еще одну дичь. Такой себе тест, конечно. Видях он нас все равно не затащит. Но мы хотя бы поприкалываемся немножечко. Для этой видяхи это слишком много. Зато посмотрим на скорость распаковки демки. Распаковалась. Посмотрим еще на скорость распаковки House Theory. Немножечко пожалеем видеокарточку. Самую малость пожалеем ее. Даже не full screen. Валей. Все. Демка распакована. Прекрасно. Загрузка процессора. А что это? Это распаковалась демка. В общем, оно работает. Я не знаю, что здесь еще сказать. Ну, к слову, еще раз о том, что видяха полный тормоз, в ней даже аэро тормозит. Это из тех видях, на которых тормозит аэро. Это днище еще то. Жду не дождусь, когда я в эту ряженку наконец подставлю свою GeForce 1080. Я думаю, на тестах на этом все.
проц свои 32 потока раскрывает как может в рамках имеющегося хламокулера. Память на XMP профиле работает и показывает нужные результаты и производительности. Все, что касается NVMe, USB, SATA, все эти интерфейсы тоже работают и на полной скорости, так что каких-то проблем с точки зрения совместимости этой платформы X470 плюс Ryzen 3-го поколения и Windows 7 я как-то не вижу, а никаких особо здесь проблем. Поэтому в завершении хотел бы немножечко пройтись по дезинформации и мифам от экспертов в интернетах. Немного цитат. Windows 7 без апдейтов не знает, что такое потоки, аж ядра. Ну, к чести сказать, у нас апдейты все-таки все стоят из пака, но я думаю, чередование вот этих вот настоящее и ненастоящее ядро, в смысле потоки, я думаю, было видно. Так что в чем здесь претензия, мне непонятно. Второе и третье поколение Рязани не поддерживают семерку. Ну, во-первых, причем тут процессор к поддерживанию чего-либо, это скорее операционка каким-то образом должна поддерживать, например, иметь драйвера для нужных устройств. Но, во-первых, второе поколение, если вы внимательно смотрели видео, но вообще-то официально поддерживается на уровне Windows 7. Драйвера для этого лежат прямо на сайте AMD. Третье поколение, имеющееся у меня, да, официально не поддерживается семеркой. Но, как было видно, если неофициальными путями пойти, поддерживается и работает прекрасно все. Следующий комментарий. Потому что нету поддержки проца Ryzen и шины материнки. Окей. Из этого комментария хоть что-нибудь было бы понятно, причем тут какая-то шина материнки. Ну, в общем, понятно, что ничего общего с реальностью этот коммент не имеет. Ryzen не поддерживает Windows 7 на уровне ядра. Да. Вообще не поддерживает, не работает, глючит, падает, содит. Да, я про эту интелскую плату еще не сказал, да. Плата забавная, драйвера надо поставить. Вообще ничего не поддерживается. Прям вообще ничего не поддерживается, не работает, глючит. Все очень-очень плохо. Да, я вижу. Все прям не работает совсем. Нет драйверов на SATA, не установится. Ну, это вообще смешно, потому что та же ванильная семерка без каких-либо дополнительных SATA драйверов вообще в лед ставится на Ryzen. Тут вообще вопросов не возникает. У тебя не будут работать 3.0, имеется в виду USB, так как их не было, когда семерка была. По крайней мере, мышь и клава в них точно. А мышь у меня, наверное, на ком-порту висит сейчас, не иначе, да? И USB-контроллеры у меня тоже не установились, причем и процессорные, и чипсетные, и ASMedia. И как бы и флешка и работает, и, да, явно у меня мышка какая-то компортовая, наверное, да, поэтому точно не работает. Угу. А, да, кстати, если захочешь M2 поставить, то хрен тебе. Мне, конечно, может и хрен, но на M2 оно поставилось и работает на полной скорости, все 3,5 гигасекунды есть. Я думаю, компетентность этого комментария тоже ясна. AVX не поддерживается Windows 7. Поддерживается. Сегодня мы запускали LNPAC, сегодня мы запускали Prime 95, сегодня мы запускали тесты в IDE. Они все используют AVX и AVX 2. Оба два есть в Ryzen, и оба два, как было видно, совершенно здесь спокойно в семерке работают. Ну что ж, я думаю, это видео пора заканчивать. Windows 7 была успешно установлена на топовый процессор Ryzen 3-го поколения, на платформу с X470 чипсетом и прямо на NVMe диск размером аж в терабайт, и совершенно все это с него спокойно нативно грузится, без всяких костылей. 32 гигабайта оперативной памяти совершенно спокойно работают. Все USB-порты работают, и процессорного контроллера, и чипсетного контроллера, и ASMedia-ского контроллера. Гигабитная сеть работает, видеокарта работает. В общем, на этой плате нету неработающих или глючащих устройств под Windows 7. Здесь все с этим в порядке. К слову об устройствах. Это как раз то самое дичи-устройство от Intel. Какое-то очень старое флеш-устройство. 2 NAND-флешки и контроллера. Родом оно где-то из 2007 года. В общем, я хотел просто посмотреть, определится ли оно, и оно определилось, идентификатор я видел, так что можно будет теперь с этой штукой
поиграться. Что же касается способов установки, тут получился набор на любой вкус. Есть и способ типа первого, который позволяет с минимальными вложениями сразу запустить здесь семерку, потому что, имея на руках только родной установочный диск с виндой и диск с драйверами от этой конкретной материнки, можно сразу поставить операционку без всяких костылей, не используя вспомогательную машину, сразу получить работу с флешками, выйти в интернет, докачать и доустановить все, что нужно. Но этот же способ, он самый долгий, потому что докачивать и устанавливать, искать вот это все придется довольно долго. С другой стороны, третий способ, это все наоборот. Он требует обязательно наличия вспомогательной машины, причем от этой машины требует большого количества свободного места для операций с образами, а также немалого количества процессорного времени, потому что все эти разархивирования и запаковки этих образов тоже жрут немало ресурсов. Однако на выходе получается маленькая флешка, единожды долго подготовив которую, можно уже ставить Windows 7 на такие системы вообще без каких-либо вопросов. Сразу на NVMe, не заботясь ни о каких там флешках, PS клавиатурах, оптических приводах, ни о чем таком. Просто нативно вставил, поставил, причем поставится она быстро и уже будет после перезагрузок иметь в себе все апдейты, все драйвера, и она уже готова к работе. Ну и посерединке затаился компромиссный второй способ, который понемножку взял и от того, и от другого. Затем, я думаю, у меня все. Надеюсь, это видео было для вас интересно и или полезным. Оценивайте его, комментируйте. Кстати, будет очень интересно почитать, что мне теперь эксперты в комментариях напишут. Что же здесь на самом деле еще не работает, не может вообще функционировать и так далее. Может быть, даже потом сниму отдельное видео ответов на такие вопросы. Кстати, еще о таких комментариях. Видел и такие выпады в сторону тех, кто предпочитает семерочку. Ты бы еще Windows XP поставил. А что? А я поставлю. Увидимся позднее.